Так, поезд прибывает в 8:33. Похоже, я успеваю. Что? Уже приехал? Черт возьми. Я же не привык к такому. Точно. Сегодня ведь воскресенье. Поезда ходят по другому расписанию. Я уже забыл, какой день недели. Доброе утро. Привет. Опять работаешь по выходным? Да, надо исправить кое-что. Это из-за того новичка. А, ты про того типа, который ушел прямо перед дедлайном? И ты чё, в итоге оказался крайним? Ну да. Со всеми этими ошибками в дизайне будет тяжело вовремя закончить. Ты точно справишься? Надеюсь, начальство пришлет кого-нибудь. У нас довольно большая текучка кадров. Так что, скорее всего, пришлет. А ты уже прожженный, Сузуки. Ну, я довольно неплохо шарю для того, кому меньше 30. Ну, начнем марш смерти. Хорошо. Наконец закончил расписывать описание классов и подсказки. Теперь я должен проверить исходный код, пофиксить баги и написать остальную документацию. Да сколько можно? Опять меняйте то, что мне нужно будет проходить. Сузуки, нужно поговорить о War World. Почти назвал меня Сато, так ведь? Мы были в одной команде полгода. Пора бы выучить мое имя. Я получил жалобу, что у игры слишком высокий входной порог. Надо бы это подправить. Что думаешь? А разве я не говорил, что целевая аудитория забросит игру, если понизить сложность? Да, но... Может, стоит добавить одноразовые заклинания, которые получает новый игрок? Например, одно обнаружение карты и 3 зачистки местности. А, Однако, если не использовать заклинания, можно получить достижение. В результате опытные игроки будут пытаться заполучить достижения, а новички получат свою халяву. у нас осталось мало времени, так что остановимся на этом. Сузуки, добавь это. Реализация за тобой. Подожди. Да? Мне еще нужно пофиксить баги в той мобильной МОРПГ. Нужно получить согласие издателя. У нас нет времени ничего менять. Если мы добавим что-то без согласования... Хорошо, я позвоню им прямо сейчас. Надо бы перекусить. У каждого свое воскресенье, не так ли? Она что, потерялась? Ах. Почему ты плачешь? Ты потерялась? Не могу разобрать ни слова. Наверное, я должен передать ее полиции. Ладно. Давай поищем полицейского. Боже, я уже с ног сбилась. О, вы ее мама? Да. Извините за беспокойство. Да ничего. Рад, что вы ее нашли. Я же не лоликончик. Хорошо, что она не приняла меня за похитителя. Большое вам спасибо. Не за что. А вот мать малышки очень даже ничего. Хорошо. Это должно сработать. Думаю, я должен проверить это. Как там называлась эта игра? Точно. FFL. Доброй ночи.
А, так ты домой? Я не был дома 3 дня. Надо хоть изредка появляться, а то жена разозлится. Это даже хорошо, что есть тот, кто сердится на тебя. Ты все еще ходишь в стабе к тем девочкам? Уверен, там тебе понравилось. Тебе уже 29. Пора найти девушку. Бывай. Девушку, говоришь? Да. Это просто нереально, когда у тебя каждый день дедлайны. Ах. 3 дня уже не мылся. Вот так, отлично. Готово. Надо лишь отправить имейл. Сузуки, тут отчет от команды тестеров. А? Что такое? Я же пофиксил баг с бесконечным инвентарем. Ты говоришь про FFL, да? Я про копирование вещей в Warworld. Я переслал тебе отчет. Ладно. Баги с дюпом тяжело пофиксить. Просим снять ограничение емкости инвентаря на время бета-тестирования. Он не хотел говорить это вслух, поэтому отправил на почту, да? Ну вот я и лишился очередного ланча в том месте с симпатичными официантками. Наконец-то готово. Уверен, что баги все еще есть. Но цифровая дистрибуция позволяет исправить их позже. Я уже слышу эти жалобы от игроков, но я устал. Если я просто отправлю письмо, то смогу наконец поспать. Вот они, минуты блаженства. Можете осуждать меня за то, что я трудоголик. Но сейчас сон мой судья. Где это я? Это сон? Ну да, вряд ли это сработает. А, что происходит? Похоже, что я вернулся назад в школу. Неудивительно видеть свое детство во сне. В любом случае, это просто сон. Ну, у меня бывают сны о том, как я исправляю баги, когда поджимают дедлайны. Но отстойно, что приходится видеть сон про Warworld. Хотя это больше похоже на что-то среднее между Warworld и FFL. Вместе со всеми их багами, да? Что? Похоже, я могу контролировать интерфейс силой мысли. Сато. Это имя, которое я всегда использую для своих тестовых аккаунтов. Долина драконов? Это вот эта расщелина? Что это там? Там враг? Что же делать? 3 метеоритных дождя и обнаружение. Это та идея, чтобы облегчить игру для новичков. Выбора нет. Точки — это, наверное, враги. Элита племени ящеров. 50 уровень, и их около 300. А я всего лишь 1. Я не смогу победить их голыми руками. Так вот они какие. Они что, знают, что я здесь? А боль как настоящая. Это точно сон.
снова. Я ж так помру. Черт. Неужели еще не ввели? Блин. Вот же хрень. Умереть из-за багов. Что за дебильная смерть? Меня зовут Сата. Я был одним из тех муравьев рабочих, как и любой добропорядочный японец. Но жизнь была не так уж плоха, чтобы хотелось уйти в другой мир. Я чувствовал, что делаю нечто важное, и выкладывался полностью. Я был честен. Эпизод 1. Начало смертельного марша. Не может быть. Нет. Он был слишком близко, поэтому его лишь задело. Похоже, я проиграл. Это лишь игра. Значит, я должен взять меч и сражаться? Ай, больно! Очень больно! У него осталось мало ХП. Но как же мне победить? Это было слишком даже для сна. Должен быть способ закончить его. Точно, кнопка выхода. Что? Я не могу выйти или сохраниться? Этот сон не так уж и прост. Ну что ж, думаю, мне надо подлечиться и ждать окончания сна. Уже затянулись? Да, и боль прекратилась. Это значит... У меня восстановилось здоровье. Стоп! У меня 310 уровень? Понятно. Это из-за уничтожения тех монстров метеоритным дождем. И последнего я победил благодаря левелапу. Все мои параметры на максимальном уровне. Надо глянуть логи. Так. Пропущу все, что не имеет смысла. Похоже, тут есть все, что произошло. А скиллы? У меня открылась целая куча новых. Метеоритный дождь, который я использовал. Но значит ли это, что он больше недоступен? Наверное, мне нужно просто включить его. Это же сон. Почему все так сложно? В любом случае, лучше проверить его, пока есть возможность. А то вдруг еще во что влипну. К тому же это покажет, достаточно ли у меня очков магии. Что ж, попробуем. Ну, думаю, это достаточно далеко. Они огромные! Что за дела? Эта магия слишком опасна. Только настоящий злодей будет использовать такое постоянно. Лучше возьму что-нибудь побезопаснее. А это выключу. Хочется пить.
Это же лут. Трупы ящеров тоже добыча? О, груша с водой. Попробую достать ее. О, получилось! Отлично! Впервые вода так хороша на вкус. Это же бесконечный источник воды. Не знаю, как это работает, но это очень полезно. Интересно, что есть еще? Ого, у меня довольно много денег. Не знаю, как использовать их, но похоже, когда я доберусь до города, смогу купить себе все что угодно. Божественный меч и магическая пушка. Как будто я снова в средней школе. О! О! Погнали! Как я и думал, у меня не так много навыков. Наверное, их дают не просто за уровни. Сначала доведу до максимума боевые навыки. Паршиво будет, если я столкнусь с кем-то вроде тех ящеров. Утро вечера мудренее, а завтра примусь за исследование территории. Думаю, будет скучно все время торчать на одном месте. Пожалуй, стоит наведаться в эту крепость. Воздух такой свежий. Давненько я уже не чувствовал ничего подобного. Не знаю, как долго будет длиться этот сон, но это прям отдушина. Отлично, поехали! Так это и есть крепость воинов, да? В этой стране монархия? Город Сирию. Похоже, это ближайший ко мне город. Здесь группа из около 100 солдат. Самый высокий уровень 31, а средний всего лишь 7. Слабовато. Что это? Виверна? Интересно, где же она? Ой. Стоп, ничего не болит. Похоже, это из-за навыка уменьшения боли или из-за высокой выносливости. Ну ладно, получай! 310 уровень и правда мощный. Нехорошо. Солдаты как раз в той стороне. Чувствую себя немного виноватым. Понятия не имею, о чем они говорят. Солдаты, держать строй! Покажем дух Сирию! Сейчас! Копейщики, уприте копья в землю! Держите их, что есть мочи! Если отпустите, Виверна сожрет вас! Лучники, готовьтесь! Дождитесь, пока она замедлится! Большинство стрел отскакивают от шкуры Виверны. Наверное, ее шкура очень прочная. Или разница в уровнях слишком велика. Воздушный молот! Удар молнии! Она приближается! Останови ее, Зена! Есть! Воздушный удар!
Замедление падения! Получен титул «Спаситель». Да уж, а похоже, титулы не так-то и трудно получать. Уже очнулась? Лучше пока не смотри вниз. Прости. Сейчас прыгну. Большое спасибо. Помню, что сражалась с Виверной, а потом... Я увидел тебя в небе, когда поднимался в гору. Понятно. Ты спас мне жизнь. Ведь я в старшей школе обязательно бы влюбился в эту девушку. Меня зовут Сата. Сато, значит? Думаю, надо бы искать кого-нибудь более подходящего. Мое имя Зена. Я боевой маг и вассал графа Сирио. Служу в армии города уже 2 года. Мне 17 лет. И у меня нет возлюбленного. Тебе не обязательно рассказывать мне столько. Ты еще кто? Постой, Лилио, он свой. Отойди от нашей подруги. Зена, помолчи. Приятно познакомиться. Я странствующий торговец. Мое имя Сата. А не маловато ли у тебя вещей, торговец? Проклятие. Думаю, сумка и правда маловато. Стыдно признаться, но мои лошади убежали, испугавшись метеоритов. Не хочу тратить на это очки навыков, но... Метеориты? Ты имеешь в виду вчерашний звездопад? Какая жалость. Но если ты действительно видел звездопад, то ты шел в обратном направлении. В крепости воинов похоронен человек, спасший жизнь моему дедушке. И когда я остановился, чтобы посетить ее, начался звездопад. Мои лошади сорвались, и я не смог догнать их. Тогда предъяви свои документы. Зачем все это? Таковы правила. Я оставил их в плаще, а плащ остался на одной из лошадей. Так что сейчас никаких документов у меня нет. Ладно. Тогда тебе выдадут другие в городе. Соединить обман и убеждение было хорошей идеей. Сработало на отлично. Мы — разведывательный отряд из города Сирио. Нам поручили узнать, не появилось ли что-нибудь странное после звездопада. О, останки Виверны? Броня и плащи, сделанные из шкуры виверны, очень прочные, их можно будет дорого продать. Однако теперь нам надо быть внимательнее с едой. Вдруг туда добавят мясо виверны. У него плохой вкус? Он ужасный. Те, кто пробовал, потом даже смотреть на него не могли. Слышал, что его отдадут жителям Восточного района и рабам. Здесь существует рабство. Надеюсь, меня не будут кормить виверной. Около 80% населения города — это горожане, а остальные 20% рабы. Здесь еще есть зверолюди. А, даже есть один эльф. И одно волшебное существо. Сато! Отсюда уже видно город. О! Слушай, Сато, где ты планируешь остановиться, когда мы прибудем в Сирио? Я собираюсь поискать гостиницу. Есть одна довольно хорошая гостиница. Она находится прямо у главных ворот. Цены, конечно, кусаются, но она известна своей вкусной едой. Извини, Сато, но мне еще необходимо отчитаться перед командованием. Позже я зайду отблагодарить тебя. Не стоит. Нет, клянусь именем Маринтейл, что отблагодарю тебя. Она довольно настойчива. Жди там. Будь я ее ровесником, то подумал бы, что она на меня запала.
О, это же Иона! Этот молодой человек спас жизнь Зена. Он потерял свои документы, так что ему нужны новые. Без проблем. С помощью камня Ямато? Да, если можно. Давай, сынок, положи руку на камень и произнеси свое имя. Камень Ямато? Ничего не будет, да? На всякий случай спрошу, ты же не крал ничего и не находишься в розыске? Нет, конечно нет. Отлично, называй имя. Мое имя. Думаю, вместо Сузуки Ичиро лучше использовать имя персонажа. Сато. А, так это мои характеристики. Похоже, это характеристики до того, как я апнулся. Так вот для чего это устройство. Можешь уже убрать руки. Так ты уже взрослый, да? Я думал, ты младше. Кто бы мог подумать, что я есть взрослый первого уровня. Родители совсем тобой не занимались. Ну, в этой стране 15-летний считается взрослым. Вот и все. Вот, больше не теряй. С тебя одна серебряная. Хорошо. А налог на въезд? Для простолюдинов одна большая медная. В качестве благодарности за спасение Зена его освободили от налога. А ты везунчик. Тогда возьми это. Это разрешение. Ты можешь пробыть здесь 10 дней. Если решишь остаться дольше, то придется отправить запрос сюда или в городскую ратушу. Но это будет стоить еще 3 медика. Спасибо. Однако, если стража поймает тебя с непродленным разрешением, тебя оштрафуют на 1 серебряную. И если ты не сможешь заплатить, то из тебя сделают раба, помни об этом. Понятно. Спасибо большое. Стать рабом из-за истечения срока действия разрешения — это жестко. Тот дом с желтой вывеской — это и есть та гостиница у ворот, о которой мы говорили. Вижу. Спасибо за помощь, Иона. Этот город сделан замечательно. Как создателю игры, мне довольно волнительно видеть свое творение изнутри. Вы только что прибыли в город, да? И вы еще не нашли, где бы остановиться? Вам у нас понравится. У нас вы найдете вкусную еду и мягкую кровать. Эй, что за... Ей 13? Что-то они великоваты для 13-летней. Желтая вывеска. Так я сюда и шел. Мама, я привела клиента. Боже, какая же ты напористая. А, нет, все нормально. Какая мягкость. А это хозяйка гостиницы? Ей бы сбросить 10, нет, 20 килограммов, и тогда бы она оказалась в моей зоне интересов. А у вас что, нет с собой багажа? О, все мои вещи были на лошадях, которые сбежали во время вчерашнего звездопада. К счастью, при мне остался кошелек, так что я смог войти в город. Нелегко вам пришлось, да? Ночевка без питания обойдется в 1 большую медную. Однако за еду придется платить отдельно. Тогда я останусь на 10 дней. Хорошо. Тогда с тебя 2 серебряных. Значит, 1 серебряная монета — это 5 больших медных. Могу я поесть прямо сейчас? К сожалению, мы уже погасили огонь на кухне. Так что пока могу предложить лишь пирог. Сойдет, несите. Прошу. Это обойдется в 1 медную. Напиток за наш счет. Знаешь, мамин пирог еще лучше, когда он свежеприготовленный. Марта, ты уже убрала комнату тех пугливых торговцев? Прости, еще нет. Еще увидимся. Пугливые торговцы? Да. Они подняли шумиху во время вчерашнего звездопада, говоря, что владыка демонов сражается с драконами в долине, а потом поспешно удалились. Владыка демонов? Да, он самый. Хотя прошло уже 60-70 лет с тех пор, как герой одолел его, и с тех пор никаких слухов о его возрождении не возникало. Владыка демонов существует. И более того, герои тоже. Как повезло, что его уже вынесли.
По закону жанра он снова оживет, чтобы главный герой прошел цепочку квестов. Ну, даже если демоны нападут, то их целью, скорее всего, будет какая-нибудь территория на другом конце страны. Звучит так, будто они правда собираются. Скорее, виверн в этом городе считают более опасными. А драконы не нападут? Ты слышал о них в легендах, да? Драконы страшные Сони. Они постоянно спят в долине драконов, редко покидая ее. В последний раз это было 2 года назад, а перед этим еще до моего рождения. Тогда напал черный дракон. Он съел всех коз и овец в округе. Это была катастрофа. Она говорит о домашнем скоте. А что насчет человеческих жертв? Хозяйка, у вас есть минутка? Уже иду. Она ушла. Ну что ж, время есть. Главный ингредиент — картофель, и его довольно много. Неплохо, даже если он и остыл. А, я сначала не понял, что это из-за белого цвета. Так это капуста. Похоже на ту, что я ел, когда был в супер дешевой поездке по Германии. Если перемешаешь, будет не так кисло. О, Марта! Уже закончила уборку? Ага. Кстати, где тут можно чего-нибудь прикупить? Прикупить? На западной улице можно найти немало магазинов с припасами и вещами. А новую одежду лучше всего заказывать в центре. Но там довольно дорого. А можно где-нибудь купить уже сшитую под определенный размер? А, ты имеешь в виду уже готовую? Для юноши ты используешь довольно сложные слова. На улице Тепта есть магазины, но там тоже дороговато. Улица Тепта, да? Точно! Я могу отвезти тебя туда. Эпизод 2. Марш смерти по городу Сирю. Сколько за 3? Слишком дорого. Давай за 1. Я смотрю, торговаться здесь в порядке вещей. О, это должно быть зверолюд. Мерзкие животные! Не суйтесь в восточный район. Знаете свое место. Тебе что-то нужно? Так это твои рабы? Получен навык «Каменное лицо». Закуй их в цепи и возвращайся в свой западный район. Нигде не ушиблись? Вот, возьми. Спасибо большое. На главной улице много людей, так что будьте повнимательнее. Что-то случилось? Ты так хорошо относишься к зверолюдям? Похоже, их здесь недолюбливают. Да. Говорят, что несколько охотников и крестьян, пришедших в город для продажи своих товаров, были убиты зверолюдьми. Понятно. Их тут считают ворами и бандитами. Эй, Сату, взгляни на это! Посмотри только! Невероятно! Она быстро переключается. Это будет стоить 3 медных. Много, даю 1 медяк. Да, она обошлась мне дороже. Хотя бы 2. Как насчет еще 2 стальных? Медяк и 4 стальных — последняя цена. Ладно, медные и 3 стальных. Ладно, продано. Спасибо, Сато! Не за что. Это благодарность за экскурсию. Если бы я хотел завоевать ее сердце, сейчас был бы лучший момент для комплимента. А это маска дракона. Их надевают во время праздника урожая. Как вам, уважаемый? Эта маска принесет крепкое здоровье и благополучие. Вы носите его вместе с маской дракона? Маску надевает играющий роль дракона. Темный парик для того, кто играет роль героя. А светлый парик надевает подруга героя или прекрасная принцесса.
В конце концов, я почему-то купила маску и парик. Алиса, уровень 10, прозвище ведьма-изгнанница, безумная принцесса. От этих прозвищ определенно будут одни неприятности. Что такое? Да так, ничего. С возвращением! Знакомься, Юни. Это Сато, наш новый постоялец. С возвращением! Сато, я уже перенесла покупки в вашу комнату. О, спасибо. Благодарю. Хорошо. Молодец, Юни. Похоже, здесь дают чаевые. О, точно. А здесь есть ванна? За внутренними стенами есть общественная ванна, но нам, простолюдинам, туда нельзя. И как же вы тогда моетесь? На заднем дворе есть колодец. Мы моемся там. Ага, вот оно как. Может, посоветуешь мне чего-нибудь? Ага. Что будете пить? У нас только вода и спиртное. Я бы взял какое-нибудь спиртное, но не крепкое. А тогда как насчет сидра? Хотя, думаю, лучше будет вино или медовуха. Думаю, остановлюсь на медовухе. Хорошо. Немного подождите. Выглядит аппетитно. Ваше мясо дикого кабана, овощной суп, ржаной хлеб, медовуха. Ешьте, пока горячее. Правду сказать, выглядит просто потрясающе. Пожалуй, начну с овощного супа. Все ингредиенты хорошо приготовлены. Они просто тают во рту. Аромат овощей распространяется по всему телу. Превосходно. Самое то, чтобы согреться. Уверен, зимой он прямо на расхват. Пора приступить к основному блюду – мясу кабана. Когда я ел дикого кабана в последний раз, чувствовал неприятный запах. Вкусно! Мясо немного жирнее и имеет аромат дичи, но вкус у него что надо. Этот взрывной вкус отличается от привычной говядины. Немного жестковат, но чувствуется, что сделано с любовью. И этот забавный хруст отлично сочетается с кабаном. Мед полностью успокаивает этот яркий, немного грубый вкус. К тому же от него всего лишь немного пьянеешь. Ну что, Сато, как тебе? Еще порцию? Да, пожалуйста. Сейчас принесу. Как же я объелся. Эта гостиница великолепна. Вкусная еда, мягкие кровати, милые сотрудницы. Обслуживание выше всяких похвал. Я не видел никаких драконов, но ящеры мне точно не причудились. Сражение Зена и остальных с Виверной можно было бы использовать в рекламном трейлере фэнтезийной РПГ. И то ощущение реальности, что я ощутил в городе. Огромное число абсолютно разных горожан. Но подождите-ка, то, что происходит в этом мире, на самом деле не совпадает с играми или историями, которые я знаю. Конечно, в школе я слыл ботаном, но я никогда не создавал собственный язык. А еще я испытываю вкус вещей, которые я никогда не пробовал раньше. Это слишком уж ненормально даже для сна. Но если это не сон, тогда что это? Это похоже на игру, но я не могу выйти или сохраниться. А если я уничтожу этот мир, то смогу вернуться назад? Но ничего подобного никогда не происходило в играх. Нет, недостаточно информации. Разберемся позже. Поторопись. Сюда пришла твоя девушка. Девушка? Доброе утро, Сато! Доброе. Прекрасно выглядишь. Что тебя привело? Сегодня у меня выходной, я подумала,
Сато, ты не против прогуляться со мной по городу? Ну, сегодня у меня выходной, и я подумала... Сато, ты не против прогуляться со мной по городу? Для нее это словно признание. Зачем же так напрягаться? Конечно. С радостью приму твое предложение. Отлично. Подходите! Добрый день. 2 пирожка сири, пожалуйста. Конечно. Вот, пожалуйста. Спасибо. Благодарю. Я хотела угостить тебя в качестве благодарности за вчерашнюю. Не стоит. Вы ведь довезли меня до города и помогли попасть внутрь. Скорее уж я вам должен. Неплохо. Похоже на крокет, только без мяса. Довольно калорийная штука, и изжоги не миновать. Сато, ну как тебе? Вкусно, впервые пробую нечто подобное. Славно. Думаю, дальше нам стоит. Их называют жареные драконьи крылья. Хотя на самом деле это крылья летучих мышей в темном мисо. Они уже давно стали визитной карточкой Сириал. Ну тогда дайте 2. Конечно. Вот. Прости, сестричка. Я одолжила эту блузку у мамы. Ты как? Интересно, могут ли где-нибудь в городе быстро вывести это пятно? Так, похоже, у вас проблемы. Не нуждаетесь в услугах волшебника. Извините, но нам нужно всего лишь как-нибудь вывести это пятно. Мне доступна и бытовая магия, а потому я без проблем уберу это пятно. Так существует даже такая магия? Тогда, пожалуйста, будьте добры. Сначала я уберу пятно. Нежная стирка. Да уж, неловко получилось. А теперь надо высушить. Сушка! Она высохла. Ух ты, получила я так легко. Зена, а как ты произносишь свои заклинания? Ну, как объяснить? Магия ветра чаще начинается с... Если бы пришлось записать заклинание буквами, то получилось бы что-то вроде Лу-ля-ра-рю-рей-ли-ла-о. Как-то так. Звучит довольно сложно. Сколько ты тренировалась, чтобы достичь такого мастерства? Я начала заниматься 3 года назад. Если подумать, то эти тренировки были необходимы для становления магом. Все началось с чтения детских книжек с картинками, которые рассказывали об истории магии. Таким вот забавным способом я и начала постигать ее. От уроков до увлечений все было устроено так, чтобы я стала магом. Понятно. Не только одаренная, но еще и старательная. Не то чтобы я злюсь на родителей, что они вырастили меня так. У меня есть мечта, связанная с магией. Хочу однажды научиться летать. Сато, а почему ты интересуешься магией? Ну, в гостинице нет ванной, так что я подумал, что если овладею магией, то мне не придется мыться снаружи. Никогда не встречала тех, кто хотел бы стать заклинателем из-за такого. Это и правда так смешно? Еще как! Получен титул «Шутник». Думаю, у тебя замечательная мечта. Я даже не против свидания в воздухе. Обязательно дождись этого! Юноша, посмотрите, это замечательная мазь. А для чего она? Помогает заживить порезы и ссадины. Надо бы купить ее для людей из гостиницы, которые заботятся обо мне. 5 штук, пожалуйста. Мы уже обошли большую часть города. Может, есть место, которое бы ты хотел увидеть? Которое я бы хотел увидеть? Отсюда лучший вид на округу. Да, и тут приятный ветерок. Ты прав. Зена ведь боевой маг, не будь я вместе с ней, меня вряд ли бы пустили на военный объект вроде этого. Прости, что спрашиваю сейчас,
Но нормально ли приводить чужака на крепостную стену? Да, мы уже давно не воюем с другими странами, так что на нас нападают только виверны. Зена, там огромная ветряная мельница? Это не просто мельница. В случае нападения виверны она используется как защитная башня. Хочешь взглянуть? Конечно. Тогда по пути мы еще можем зайти в храм Парион. Здесь изображена битва владыки демонов и первого героя. Героя? Он был рыцарем? Он держит в руках священный меч. Меч излучает синий свет только в руках героя. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на фреске изображен герой. То есть, если его возьмет другой человек, то он не будет светиться? Так говорят. Однако, если меч признает нового владельца, то он воссияет вновь. Еще множество людей, помимо первого героя, использовали его. Возможность использовать священный меч — это еще не все. Противостоять владыке демонов сможет только герой, ответивший на зов богини Парион. Жрица Орна. Давно не виделись. Зена из дома Марентейл. Орна служит при храме Парион. Но она была рождена в семье графа, и моя мать была ее няней. Очень рада за тебя. Я думала, что твоя голова забита только изучением новых заклинаний. Но, похоже, на твоей улице настала весна. Это не так! Жрица, Борил смертельно болен! Прошу, помогите ему! Зена, давай пока закончим нашу беседу. Да. Только герой, да? Если подумать, у меня же уже есть куча титулов. Надо бы проверить. Низвергатель богов. И за что он? Убийца драконов, уничтожитель, враг природы? Ужас-то какой. Бог дракона Конкагула пал. Получен титул Низвергатель богов. Ясно, метеоритный дождь может убивать даже богов. Это заклинание больше похоже на чит. Лучше больше не делать ничего подобного. Не ушиблась? Извини, я нечаянно. Он это специально? Сато! Это противодраконная башня. Стоит любому летающему существу пролететь мимо, и оно будет сбито. В ней установлена большая магическая пушка. Эта башня одна из мощнейших. А вон та башня была разрушена во время нападения малого дракона 2 года назад. Это был малый дракон, так что он не нанес значительного урона. Однако около 40 лет назад напал огромный черный дракон. Он смог прорваться за стену. Как вы с ним справились? Его одолел герой? Нет. Говорят, что герои вызываются с помощью сложных заклинаний. В Империи Сага для этого есть целый ритуал. Прошло уже 66 лет после победы над владыкой демонов. Столько же времени прошло из последнего призыва. Героев призывают. Владыка демонов собирает армию чудищ для вторжения. Некоторые сражаются в одиночку. Других же сопровождают несметные полчища монстров. Но самые опасные все равно демоны. Их можно ранить только магическим оружием. О, демоны. Демоны! В зверолюдях течет кровь демонов! Они отпрыски демонической расы! Да снизойдет на этих выродков правосудие! Да! Что происходит? Это верховный жрец Зуциона. Все вы помните тот звездопад пару дней назад? Это знак того, что из-за них наши боги слабеют. Приобретайте освященные камни, обрушьте молот правосудия на их проклятые головы. Покупаю! Я тоже! Не толпитесь, в очередь! Не могу на это смотреть. Сейчас вернусь. Мочи гадов! Остановите это зверство! Прочь, девчонка! Ты демона-поклонница? Плохо дело. Похоже, настало время для решительных действий. А? Использован навык дальнозоркость. Использован навык приближения. Этот жирный жрец не их хозяин? Тогда кто их хозяин? Это он? Поиск гильдия подпольной крысы.
8 человек сейчас распаляют толпу. Ладно, за дело. Церковь Зуциона теперь попирает имперские законы? Как ты смеешь прерывать священный суд? Только демон будет защищать других демонов. Кидайте камни! Ветровой барьер! Девка тоже демон! А вот и первый. Что такое? Устал? Давай отведу тебя в тенек. Весьма полезный навык. Стоит его улучшить. Прекратите! Только Зуцион утверждает, что зверолюди поборники демонов. О, а вот и еретики из храма Гелион пожаловали. Вы что, не понимаете? Если вы продолжите подстрекать беспорядки, то по вине церкви Зуциона может начаться восстание. Похоже, сегодня эти рабы принесут неплохую выручку. Дошла очередь и до тебя. Эй, а ты кто? Бэмс, сюда! Разберись с ним! Послушайте, вот зачинщик всего этого беззакония. Урс! Сато? Ты еще кто? Это он отдал своих рабов жрецу Зуциона. Он сделал это для того, чтобы вытянуть из вас деньги за простые камни. Как это понимать? Однако он преследовал иную цель. Используя храм Зуцион, он пытался поднять восстание против графа. Он и есть настоящий демонопоклонник. Ты хочешь сказать, что этот парень одержим демоном? Одержим? Точно. В городе одно волшебное существо. Это демон. Всем немедленно покинуть площадь! Сато, немедленно уведи этих троих с площади. Я вызову подмогу. Понял. Здесь опасно, вам нужно бежать. Мы не можем пошевелиться, пока не получим приказа, однако. Хозяин Урс приказал нам не двигаться с этого места. Если мы ослушаемся, наши ошейники затянутся. Поэтому прошу вас, оставьте нас. Куда лучше. Я в восторге. Нет хозяина. Наверное, это из-за смерти Урса. В таком случае... Ах, это прекрасное смятение. Страх, тревога, сомнение, высокомерие. Обожаю. Я удовлетворен. Я превращу это место в новое логово моего господина. Вы счастливы, да? Вам это очень понравится. Сато! Зана, не подходи! Эпизод 3. Любовь, что началась с марша смерти. Рад приветствовать в логове моего господина. У него еще нет названия, но для начала я создам несколько монстров. Будьте благодарны, я очень старательный. Это голос того демона? Больше паники, если хотите добиться моего расположения. Ну же, убивайте, воруйте! Я поощряю это! Специально для вас я сделал один выход. Я сама справедливость. Предвкушаю ваше отчаяние, когда надежда иссякнет. Вы уж постарайтесь. Напрасные усилия поощряются. Получается, наша задача найти выход из этого лабиринта, да? Довольно неожиданные изменения геймплея от симулятора свиданий к данжен-кроулеру. Я бы серьезно обеспокоился психическим здоровьем разработчика, будь это настольный РПГ. Я Сато, странствующий торговец. Кошка, собака, однако. Ящерица. Это ваши имена, да? Наш предыдущий хозяин называл нас так. Смотрю, он себя не утруждал. Можете дать нам имена, которые вам нравятся? Когда дело доходит до ников, моя фантазия улетучивается. Почи, Тама, Лиза. Огромное спасибо за эти имена. Премного благодарны. Ну, видимо, они им нравятся. Промойте раны водой, затем продезинфицируйте их, нанеся мазь. Затем аккуратно перевяжите их чистой тканью. Для перевязки используйте другую ткань. Что-то не так?
Не волнуйтесь, я отвернусь, пока вы будете заботиться о ранах. Не было бы разумнее сохранить воду и лекарства для себя. К тому же, вам не обязательно быть с нами таким вежливым. Ладно, тогда это приказ. Сделайте это. Поняла. Большое спасибо, молодой хозяин. Молодой хозяин, Чистая ткань. Ура! Спасибо, однако. с этим разобрались. Немного напоминает моих племянников. Ни о чем не беспокойтесь, ешьте. Вкуснятина! Такая сладкая и вкус... Не нужно так спешить, у вас никто их не отнимет. Это же булочка, запеченная с медом. Ладно. Полагаю, выбраться будет не так-то просто. В таком случае... Теперь уже даже слишком просто. Здесь есть и другие люди. Похоже, это зона с подкреплением. Думаю, тут не предусмотрен внутриигровой чат. Как бы то ни было, этот демон глаз вряд ли скоро покажется. Этот путь ведет в тупик. Будет плохо, если на нас нападут сразу с двух сторон. Не бросайте нас! Мы сделаем что угодно! Не уходите! Молодой хозяин, вы можете использовать нас как щит. Но прошу, возьмите с собой. Простите, что заставил поволноваться. Я просто решил проверить, куда ведет этот проход. Я не брошу вас, не беспокойтесь. Слава богу, однако... Из троих только у Лизы есть хоть какой-то боевой навык. Если я достану копье из своей сумки, они будут шокированы. Лиза, возьми это. Даете оружие рабу? Все в порядке. Поняла. Послушайте, вы не должны вступать в бой, если я не дам команду. Ждите команды. Ясно. Однако... Тама, если увидишь что-нибудь впереди, скажи мне, только шепотом. Почи, скажи мне, если услышишь или учуешь что-то странное. Лиза, я доверяю тебе наблюдение за нашим тылом, но не увлекайся, а то отстанешь. Однако... Это враг? Впереди пахнет кровью, однако... Спасибо, Почи. Будьте здесь. Как после такого главные герои игр могут отважно сражаться? Возможно, нам лучше было оставаться в прошлой комнате и ждать подмоги. Молодой хозяин, это может быть самонадеянно для меня предлагать что-либо. Но не стоит ли нам прокрасться мимо и попытаться застать его врасплох? Даже эти детишки с однозначными уровнями сохраняют самообладание. Ну ладно. Удивительно, однако! А ты сильный! С победой! Пронесло. А у вас довольно странный посох. Это особое магическое оружие. Только никому не говорите. Поняла. Хорошо, однако! Позже нужно будет напомнить Таме и Почи. Довольно круто, однако! Она огромная! Ну, раз уж на то пошло. Готово. Лиза, у вас будет расстройство желудка. Вы не так поняли. Внутри у демонических монстров должно быть ядро. Я пытаюсь достать его. Какое еще ядро? За него торговцы много отдадут.
Эта твердая субстанция существует внутри демонических монстров и может быть обменена на различные вещи у торговцев. Не совсем то, что я спрашивал. Складывай их в мешок. Поняла. И еще вот, возьми это копье. Ну тогда я отдам кинжал. Точно. Я ведь могу. Прости. Лиза, в следующий раз, когда будешь собирать ядра, обучи поочередно Почи и Таму, где оно находится и как его извлечь. Слушаюсь. Ладно, идем. Да. Похоже, они не получают очков опыта, просто находясь в группе. Они совсем не прокачались. Ладно. Тама, собери обычные камни размером с ядро. Есть. Там жук наверху. Вот он! Тама, бросай в него камни! Да. Почи, Тама, назад! Лиза, выйди вперед и ударь его один раз. Поняла. Лиза, Тама, извлеките ядро. Почи, пойдем. Там еще один впереди. Тама, сколько же камней ты собрала? Почи, бросай в него камни отсюда. После возвращайся к Лизе и Таме. Хорошо, однако. Лиза, Тама, спасите меня, однако! Стой, Почи! Почи! Однако. Стоять, Почи. Молодой хозяин, с вами все в порядке? В порядке? Да, у меня все хорошо. Вернемся в предыдущую комнату и заберем ядро. Извините, однако. Я не злюсь, но ты можешь пострадать, если будешь так паниковать. Почи, это правильно убегать, когда становится опасно. Тем не менее, нельзя паниковать. Поняла? Да, однако. Получен титул «Дрессировщик». Дрессировщик? Как грубо. Почему не воспитатель? Похоже, что они хоть немного прокачались. Видимо, с уровнем открываются и новые навыки. Хозяин, мы закончили извлечение ядер. Хорошо. О, теперь она зовет меня просто хозяин. Думаю, ей так проще. Ей надо восстановить запас сил. Ладно, давайте сделаем привал. Посмотрим, какая еда у меня есть. Вяленое мясо. Мясо вкусное, вкусно. Мясо лучшее, однако. Вяленое мясо. Вкус распространяется с каждым укусом. Прекрасно. Поспите несколько часов, когда закончите. Если мы разбиваем лагерь, то я буду... Все хорошо. Спи. Получены навыки обнаружения ловушек, снятие ловушек, установка ловушек, обнаружение, поиск сокровищ, взлом замков. Получен предмет сковорода. Отлично! Славно потрудились! Да. Однако. Впервые дал им возможность сделать все самим. Они справились довольно легко. Хозяин, с вашего позволения могу я разжечь огонь? Для чего? Я хотела бы приготовить мясо этой лягушки. Простите. Тебе не нужно извиняться, но ее точно можно есть? Да, все в порядке. Яд выйдет из мяса во время готовки. Хорошо, тогда я не против. Готово.
Спасибо, Лиза. Шашлык из гигантской жабы. Надо хотя бы попробовать. Отдаленно похоже на курицу. Жаль, что из приправ только соль. А, понятно, они ждут приказа. Хватит смотреть, ешьте. Чтобы выбраться из лабиринта, вам понадобятся силы. Мисун, однако... Предмет использован бесконечная фляга. При таком темпе мы уже скоро выберемся из лабиринта. Но пока мы все еще здесь... Мне стоит... Огненная стрела! Что? Похоже, это заклинание не работает даже на слизь 10 уровня. Хозяин, при всем уважении, но если вы хотите победить слизня, стоит целиться в ядро. Ничего не осталось. Он растаял, однако. Эта стена странная. Скрытый проход или ловушка? Все назад! 40-й уровень. Хозяин! Осторожно! Держитесь, однако! Использован навык установки ловушек. Вы справились! Ура! Однако! Удивительно, что меня спас такой навык. Липко. Она, однако, прилипает к ногам. В этих коконах люди. Разделимся и вытащим их. Благодарю. Я глава дома Белтон, берущего начало со времен короля Ямато. Меня зовут Джин. Вы будете щедро вознаграждены. Спасибо, я спасен. Мое имя Нидарен, я работорговец. Я начинающий торговец. Сато. Ты, зверолюд, не трогай меня! Дай сюда кинжал! Это же тот самый тип. Однако не могу. Это кинжал моего хозяина, однако. Что ты сказала? Мерзкий зверолюд! Почи, подойди. Да, однако. Эй, вытащи меня из этой штуки! Прости, но у нас нет на это времени. Дальше справишься сам. Эй, это уже не смешно! Вытащи меня уже! Довольно, плебей. Если ты привлечешь монстров своим криком, то от твоих костей останутся лишь тлеющие угли. Там битва. Я, однако, тоже слышу звуки боя. Мы пойдем первыми. Следите за тылом и следуйте за нами. Тама, Почи, достаньте факел. Однако. С его помощью вы сможете отогнать слизней от выживших. Лиза, целься в ядра, чтобы уничтожить их. После предоставьте лечение другим и возвращайтесь. Хорошо, однако. Я в сотни раз сильнее, чем эти мелкие нелюди. У меня есть оружие, так что любые монстры мне нипочем. Мы сделали это. Однако получилось. Все прошло гладко. Это она. Ты не ранена? Сато! Сато, ты жив! Слава богу!
Зена, отпразднуйте свое воссоединение позже. Сперва надо покончить с монстрами. Сестра Орно! Судя по тому, как ты расправлялся с монстрами, тебе известна их слабость. Да, слизней можно легко победить, уничтожив ядро внутри них. А ты, как всегда, находчив, Сато. Нет, это рассказала мне Лиза. Это женское имя? Не время обсуждать измену. Измену? Понятно. Она же не знает, кто такая Лиза. Получен навык «Магия света. Слово Париона». Но я очень рада, что ты в порядке. Это благодаря им я смог выжить. О, так это те самые зверолюды. Я почу, однако. Тама. Наверное, они очень застенчивы. Меня зовут Лиза. Вы защитили нас от камней на поверхности. Благодарю. Спасибо. Спасибо, однако. Всегда пожалуйста. Хозяин, эта стена странная. Это еще один скрытый проход. Более того, похоже, это та яма, куда я сбросил зверя. Молодец, что нашла его. Эй, тут сундук с сокровищами! Это я его нашел! Я не видел его на карте, это была мимикрия. Эпизод 4. Марш смерти по неизвестному лабиринту. Бойцы! Занять позиции! Выстроитесь друг за другом с 3 сторон! Он может использовать магию! Граф Белтон и Зена, наложите защитную магию на авангард! Наконец-то ты показал себя, демон. Очень жаль, но тебе уже не спастись от моего огня. Выиграйте немного времени. Я применю огненный столб. Магия смертных такая медленная. Мне скучно. А? Что это за чувство? Хозяин, смотрите, однако. А там, однако, много мяса. Какой огромный кусок. Почи, Тама, давайте унесем сколько сможем ради хозяина. Они что, видят жареную курицу вместо солдат? Они, конечно, счастливы, но... Глупые людишки, перебейте друг друга. Теперь я доволен. Отродье, даже не надейся, что люди склонят голову перед демонами. Огненный столб! Как такое возможно? Магия среднего уровня не сработала? Жарко, очень жарко. Прямо как бесконечное лето. Судя по всему, на нем защита от магии. Думаю, мне все-таки придется сражаться. Вот черт! А ведь точно. Сато! Ведь у меня за спиной. Сейчас! Острый как бритва, как и ожидалось от Святого Меча. Я получаю урон, пока держу его в руках, так что лучше пока снять его. Надо поторопиться. Получен навык «Бросок». Получен титул «Безжалостный». Войны! Я позабочусь об этом демоне. Огненный столб! Какая мощь! А где хозяин? Я его не вижу, однако я чую его запах. Нужно, чтобы они ничего не поняли. Кто же ты? Нанести урон демону обычным камнем! Я задачен! Использован навык «Бросок». Как же так вышло? Побежден людьми! Я отказываюсь! Надо прикончить его. Черт!
Мой господин! Я взываю! Мой господин один из приближенных владыки тьмы! Владыка демонов, что сродни богам! Невозможно! Высший демон? Ты славно потрудился, соорудил такой прекрасный лабиринт и вызвал меня. Я вознагражу тебя. Возвращаюсь к господину! Я счастлив! Трепещите, букашки! Ну, кто из вас сможет противостоять мне? Куда же подевалась ваша храм видение? Я зол. Я всегда готов сразиться. Нет смысла сдерживаться. Сколько ты еще будешь себя бафать? Однако, если меч признает нового владельца, то он воссияет вновь. Что такое, герой? Не можешь обуздать святой меч? Я разочарован. Все-таки ты не слабак. Впечатляет. Пронесло. Если святой меч не справляется, попробую магию. Слабая магия вроде огненной стрелы вряд ли сработает, а метеоритный дождь... Нет, нельзя. Огненный стол! Как вы смеете прерывать мое веселье своей никчемной магией? Я в бешенстве! Не позволю! Как беспечно с моей стороны. Но самые опасные все равно демоны. Их можно ранить только магией или магическим оружием. Ладно. Так и не получилось управиться со святым мечом? Ну же, я весь внимание. Огненная стрела! Чего? Что это, блин, было? Даже представить не мог, что есть маг настолько сильный в ближнем бою. Непостижимо. Это было высокоуровневое заклинание «Багровый пилум». Ты ошибаешься, это была всего лишь огненная стрела. Теперь ясно. Даже в тот раз метеоритный дождь имел в десятки раз большую мощь. Это мне кое-что напомнило. Бесспорно, герой должен обладать святым мечом. Чтобы победить владыку демонов, высшего демона, что сродни богам. Как бы там ни было, даже если у меня есть святой меч, но нет титула герой, то я не смогу победить его. Но правда ли все это? Стоит лишь вспомнить, какими еще титулами я обладаю. Если кто-то с титулом героя и святым мечом может победить того, кто подобен богу, то титул Низвергатель богов вместе с божественным мечом без труда с этим справится. Что? Что это за меч? Я побежден! Получены титулы «Покоритель лабиринта», «Не страшащийся демонов», «Охотник на демонов». Хозяин! Я так рада! Вы в порядке, однако! Эй, ты ведь Сата? Да, это я. А это твои рабы? Ну, они как бы не совсем мои. В любом случае тебя кое-кто ищет. Идем. Хорошо. В чем дело? Вы идете? Да, однако! Эй! Вы спасли меня. Спасибо.
И простите за все. Я так рада, что тебе теперь ничего не угрожает. Я заставил тебя поволноваться, прости. Я получил много новых титулов. Но вот этот я бы очень хотел получить чуть-чуть пораньше. Получен титул «Герой». Все готово. Теперь вы официально их хозяин. Кстати, у меня еще осталось несколько рабов с аукциона. Буду рад, если вы взглянете. Я не очень заинтересован в дальнейших приобретениях. Меня зовут Лулу. О, а она милашка. Мое имя Алиса. Господин Сато. О, она? Мое имя Алиса. Господин Сато. Она произнесла мое имя правильно. Неужели она... Стоит проверить. Убери его! Ненавижу пауков! Ненавижу! Как я и думал. Пожалуйста, убери! Получен навык заключения контракта. Наконец-то с бумажной волокитой покончено. У тебя паук в волосах. Я нарочно прошептал это по-японски. И раз уж она поняла меня... Зовите меня Алиса. Мне 11 лет. Я родом из ныне несуществующего королевства Кубооку. Надеюсь, ты будешь добр ко мне. Я Лулу. Мне 14. Я тоже из Кубооку. Может, на вид я и кажусь слабой, но я очень усердна. Поэтому прошу, пожалуйста, не бросайте меня. Что ж, будем знакомы. Меня зовут Сато. Я Почи, однако. Тама. Я из племени Рыжей Чешуи. Мое имя Лиза. Мою родную деревню разорили хорьки-оборотни, а меня продали в империю Шига. К счастью, меня приютил замечательный хозяин и... Лиза, можно покороче? Прошу меня простить. Вот так диковинка. Не часто я вижу в рабстве ушастых детишек. Похоже, нас с нами связала сама судьба. Они хорошие дети, не стоит их ненавидеть. Как можно их ненавидеть, если они такие милые? Милая? А ты, однако, милая, Тама. Ты тоже Почи. Рада знакомству. Приятно познакомиться. Приятно, однако. Мне тоже. Рада, что вы теперь с нами. Взаимно. Она не чурается зверолюдов. Вот и славно. Давайте вернемся в гостиницу. Хорошо. Попался. Я тоже хочу, однако. Лучше будет спросить об этом наедине. Оставлю ее знание японского на потом. Как насчет того, чтобы поужинать перед возвращением? Может, есть предпочтение? Мясо! Мясо, однако, в самый раз! Я буду рада всему, что вы предложите, хозяин. Но если предоставите выбор, предпочту курочку. Вполне ожидаемо. Разве рабы не должны довольствоваться тем, что их вообще собираются покормить? Ладно, а что вы обычно ели раньше? С тех пор, как я стала рабом, могу припомнить лишь ржаной хлеб. Горячий суп так вообще считался пиршеством. Хорошо, если мы ели хоть раз в день. Когда хотелось есть, мы искали дикие фрукты и ягоды. В пищу шло все, что можно было съесть. Желуди! Трава! Вот как. Хвост не будет лгать. Что ж, приступим. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Горячо, однако!
Подуйте перед тем, как есть. Хорошо, однако. Я. Хотите убить меня милотой? Ням-ням. Очень вкусно. Пальчики оближешь. Тушеная баранина. Слегка пересолили, но довольно вкусно. Смотрю, тут едят обычные работяги, вот и вкус соответствующий. Несомненный плюс блюд из потрохов заключается в их вкусовом обилии. Но некоторым не нравится их специфический запах. То ли готовили очень старательно, то ли намешали каких-то особых овощей, но этот запах совсем не чувствуется. Не хотите и этого попробовать? Похоже, это жареные кишки. А тут у нас сердце и печень. Очень остро, однако. Остро-то как. Судя по всему, сюда добавили немало красного перца. Почи, Тама, если не можете, не заставляйте себя. Я с удовольствием доем за вами. Держите. Спасибо. Однако. Арабские лохмотья. Кушайте. На здоровье. Хозяин, вы куда? Пойду еще закажу чего-нибудь, ну и пройдусь по местным магазинам. Я помогу вам. Продолжайте есть, не волнуйтесь. Считайте, что это приказ. Жареная курица. Лиза вроде его и хотела. Возьму для перекуса перед сном. Получен предмет жареная курица. Хотите? А можно? Вот, разделите со всеми. Ну как тебе? Довольно неплохо. Хозяин, а у вас прямо глаз алмаз. Мило. Красиво, однако. Сато, Марта, я вернулся. мисс Маринтейл мне уже все рассказала. Не сладко вам пришлось. Ваша комната готова, так что хоть сейчас можете отдыхать, однако. Похоже, теперь вам нужно больше места. Да. Если бы не они, я бы не выбрался из лабиринта живьем. Лабиринт? Я бы хотел снять комнаты и для них. Есть свободные. Увы, но сейчас все занято. Так вот оно что. Марта, проводи этих двоих в мою комнату. С остальными мы найдем себе ночлег. Хозяин, прошу, успокойтесь. Господа, прошу, не смотрите на нас столь сердито. Хозяюшка, может, вы хотя бы отведете для нас уголок в конюшне или в сарае? Эти дети спасли множество жизней в лабиринте. Но не получили ни наград, ни похвал. Прошу вас, проявите к ним хоть толику сострадания. Да. Сарай забит до отказа, а вот гостей с лошадьми сейчас мало. Так что вы можете занять конюшню. Ну как, я полезная? Да. Ты нас просто спасла. Получен навык рукоделия. Вот так. Теперь сено не будет колоться во время сна. Причем здесь рукоделие? Кровать во дворце. Ну, если оно пригождается, то пускай. Если кто-то будет пытаться пробраться, можешь разобраться с ним, но постарайся не убить. Хорошо? Хорошо, вас поняла. Да, однако. Я справлюсь сам. Не стоит помогать мне в таких мелочах. Хорошо. Не ушиблась? Нет, все в порядке, в порядке. Не стоит. Может, Лулу неуютно рядом с парнями? Ну все, мы готовы. Использован навык «Каменное лицо». Зачем же было прям все снимать? Это они нудисты или здесь такое в порядке вещей? Послушайте, если вы ничего не наденете, то простудитесь. Матрасы здесь тонкие. А как же ночное обслуживание? Так, в этом мире для рабов нормально делать и такое? Нет, мне не нужно. Не нужно? Утром пойдем по магазинам, купим все, что вам нужно. Так что ложитесь спать.
Я никогда не стану требовать ничего подобного. Получен навык сопротивления контролю разума. Использован навык ночное зрение. Вы проснулись? Эпизод 5. Марш смерти и безумная принцесса. Ну как тебе? Странно. Мы вроде не ложились спать вместе. Не могу удержаться. Я хочу тебя, Алиса. Стоп. С каких пор я стал лоликонщиком? Никогда не думал о маленьких девочках в таком ключе. Так вот оно что. Алиса, я запрещаю тебе использовать заклинание. Это приказ. И еще один. Развей все заклинания, что ты уже наложила, немедленно! Повторяю, это приказ! Почему? Понятно. Ты уже второй раз накладываешь магию разума. В первый раз ты околдовала постояльцев. Скорее всего, так ты заглушила их ненависть к зверолюдам. А потом наложила на меня целых 3 заклинания: возбуждение, соблазнение, очарование. С какой целью ты пыталась околдовать меня? С какой целью, спрашиваете? Также запрещаю тебе юлить и прикидываться дурочкой. Это тоже приказ. А теперь отвечай. Вот и проверю, как оно действует. Итак, спрошу снова, чего ты добиваешься? Я хотела вас ублажить, хозяин. Что-то я не догоняю. Не объяснишь ли получше? Ой, все, скажу прямо. Я влюбилась в вас с первого взгляда. Ты? В меня? Шелковистые черные волосы, невозмутимое, но при этом детское выражение лица, стройное тело, руки и ноги без лишней волосни. Всегда мечтала выйти замуж за кого-то такого. И вот желанный мной мужчина становится моим хозяином, но не желает, чтобы я ублажала его. Это несправедливо, потому я и прибегла к магии, чтобы вы возжелали меня. То есть ты пыталась промыть мне мозги, чтобы я влюбился в тебя? Ничего подобного! Соблазнить своего хозяина и сделать ему приятное, такого толк рабыни. Что за логика такая? Понятно, общую суть я ухватил. Так это и была причина? Я ждала, пока вы не позовете меня к себе в постель, но вы просто уснули. Вот я и пробралась к вам, чтобы полюбоваться. Ну и увлеклась немного. Только не щечки. Хочешь сказать, что не смогла удержаться? Ну да. Боже. Ну и что с тобой делать? Никогда не видел подобных навыков. Меня зовут Ачибана Алиса. Я из Японии, как и вы. Так я и думал. Ну, точнее, я была японкой Тачибаной Алисой, пока не переродилась в королевстве Кубооку, сохранив память. Вы тоже переродились? Что? Нет. Судя по вашим черным волосам, вы были призваны как герой? Я права, Сато? Вы чего язык проглотили? Вы второй японец, которого я вижу здесь. Второй? А она? Лулу не японка. Хотя ее прадед, похоже, был японцем. Генетика порой бывает жестока. Если бы она родилась в Японии, была бы популярна. О чем ты? Здешний народ не считает ее красоткой. Вернемся к прежнему вопросу. Сато, вы переродились или вас призвали? Не надо звать меня так. Конечно, хозяин. В чем же разница? Перерожденные – это те, кто умер в их прошлом мире, а потом родился в этом. Призванные
Призванные же были перемещены с помощью магии. Герой — пример такого человека. Перерожденные обязательно начинают с пеленок, Да, в этом мире так и происходит. а перенесенные сохраняют свою внешность? А одежда, вещи или прочие особенности? Говорят, они появляются в том виде, в каком были на момент призыва. Ну и все прочее остается при них. Не думаю, что это мой случай. А вы случаем не виделись с Богом? С Богом? Нет, не виделись. Ну а были ли вы в волшебном круге, когда оказались в этом мире? Нет, ничего такого. Ну тогда вы начали с высоким уровнем или с бесконечной маной? А может, с кучей навыков? Начал я с первым уровнем, а маны вообще не было. Да и без навыков. Стоп. При мне же были свитки метеоритного дождя. И как же проходить такую игру? Алиса, еще вопрос. Я знаю, что ты хочешь узнать. Мой размер груди? Я не приказываю. Не захочешь отвечать, не надо. Расскажи, как ты угодила в рабство? Сато, уже проснулся? Твоя девушка пришла. Я не его? Доброе утро. Прошу прощения за неприглядный вид. Я сейчас же оденусь. Да ладно, а ты ведь неплохо сложен. Хозяин, не так жестко. Я ведь хрупкая девушка. Какой разврат! Сато, дурак! Простите, что прервали. Не остановишь ее? Не поспешишь, еще больше все усложнишь. А чего усложнять? Мы ведь лишь друзья. Получен навык танец. Зена, ты все не так поняла. Ну, ты же спал с той милой девочкой. Да, она ко мне во сне пробралась. Ну, Лилио сказала, что мужчины приобретают рабынь именно для ночных утех. Чтоб тебя, Лилио. Не все так делают. Я подумал, что девочки могут помочь мне с моей работой. Это правда? А ты сегодня выглядишь по-другому. Очень красивая блузка, кружева тебе очень идут. Впрочем, ты и так красавица, Зена. Чуток комплиментов поможет замять такие недопонимания. Нет, это все одежда. Точно. Тут рядом есть магазин с замечательными шалями. Пойдем посмотрим. Я думаю, они тебе подойдут. Что, правда? Давай посмотрим. С возвращением, хозяин. Рада, что вы уладили это недоразумение. Как будто оно случилось не из-за тебя. Ну, привет. Можешь позвать остальных? Конечно. Расскажи, как ты угодила в рабство? Ради своей страны я пыталась воспользоваться своими прежними знаниями. И это не помогло. Я была принцессой, знаете ли. Сначала дела шли хорошо, но потом все подозрительно не заладилось. Страна ослабла, начались распри. И под конец нас завоевали соседи. Наверняка не обошлось без злого умысла. Именно. Но поняла я это только намного позже. Тогда я была в отчаянии и считала, что виноваты различия между мирами. Когда нас завоевали, захватчики прилюдно казнили короля, принца-наследника и их жен, чтобы те не подняли бунт. Кроме того, они приказали имперским магам превратить нас, единственных выживших при королевском дворе, в рабов. Но в один день откуда-то появился демон. Он уничтожил замок и близлежащий город.
Поместье, где я работала, сгорело. И вместе с Лулу мы убежали в горы. Мы чуть не умерли, пока блуждали там. А потом нас нашел работорговец Нидарен. Лулу сказала, что ей не здоровится, а потому осталась в комнате. Хорошо. Пусть поправляется. Воспользуемся этими деньгами, чтобы достать товары первой необходимости. Алиса, торг и ведение расходов я поручаю тебе. Я не подведу. Лиза, следи, чтобы Алису не ограбили. Поняла. Я тоже буду охранять, однако. И я. Ладно, вы уж присмотрите за ней, держитесь рядом. А ничего, если я воспользуюсь охранными заклинаниями и навыком утаивания? Запрет на контроль разума все еще в силе, а этими пользуйся. Спасибо. Что ж, тогда мы пошли. Пока, однако. Чтобы купить. Они стали более У нас уже жизнерадостными. есть список. Пожалуй. Они не заслужили рабской участи. Но сейчас все плохое для них уже позади. Сато, ты сегодня не занят? Да так, собирался разузнать, где можно снять нормальное жилье для зверолюдов. Не хочу, чтобы Лиза и остальные жили в конюшне. Это неправильно. Могу я составить тебе компанию? Конечно. Если ты, конечно, не против потратить весь день на эту скукотищу. Не против? Всякая всячина. Есть кто живой? Иду. Простите за ожидание. Добро пожаловать, меня зовут Надя. Чем я могу вам помочь? Я бы хотел подыскать съемное жилье. Конечно. Прошу за мной. Если с вами будут зверолюди, вам подойдет западный район или рабочие кварталы. Преступления там не редкость, но зато о ценах там волноваться не стоит. Они весьма демократичные. На какую сумму вы рассчитываете? Ну, думаю, около 2 серебряных. Однако, если все устроит, то могу заплатить и 1 золотой. Есть у меня несколько вариантов. Вот, гляньте. Эти 3 места удовлетворяют вашим запросам. Вот только... Бывшего владельца убили преступники из гильдии воров. Давайте посмотрим другие варианты. А он был весьма неплох. Тут же прямо напротив бордель. Не подходит. А под этим логово и потайные ходы гильдии воров. Что-то мне в нем не нравится. Может, есть другие варианты? Посмотрим. Я вернусь в лавку и попробую поискать для вас еще что-нибудь. Большое спасибо. Тогда вечером я зайду еще раз. У нас еще осталось время. Может, хочешь сходить куда-нибудь? Если подумать... Вчера на площади, что дальше по улице, открылся блошиный рынок. Там можно найти много всяких интересностей. Я тоже наведаюсь туда вместе с управляющим. Занятно. Театр под открытым небом весьма популярен. Идеальное место для свиданий. Свиданий? Что-то случилось? Да нет, ничего. Отлично, я беру его. Это за хозяин, однако. Попался. А где ваши покупки? Они были слишком тяжелыми. Мы отнесли их в гостиницу. Ну как тебе? Я вам нравится? Однако. Вам всем очень идет. А что у тебя с волосами? Ну, лиловые волосы считаются тут дурным знаком. Вот и перекрасила. Разумно. Кстати, у меня есть к вам еще одна просьба. Не клейся. И что же ты хочешь? Карточки?
Спереди картинка, а на обороте слова на языке Шига. Они пригодятся, чтобы научить Почи этому читать. Они меня заинтересовали. Я создал их, чтобы помочь детям научиться читать. Неплохо. Получен предмет «Учебные карточки». Хозяин, вы не хотите сходить со мной в театр под открытым небом? Почему бы и нет? А билеты есть? Нет. Хозяин, доверьте это дело мне. Вот, этого должно хватить. Ты уж прости, Зена. Придется взять их с нами. Ничего страшного. Посмотри, они отлично подходят к твоим волосам. Довольно милые. Мне идет? Да, очень. Хозяин! Хочу себе такие. Тогда возьмем и для Лулу. Купим на всех. Будь ты честнее, как та же Алиса, то мне было бы гораздо проще понять, что ты хочешь. Пойдемте дальше. Извините, можно эти сережки? Под лунным светом не узреть всю красоту твоей улыбки. Ах, как же жаль, что не могу при свете дня к тебе явиться. О, Зен, любовь моя! Сей замок, как тюрьма, мне тесен. Прошу, прибегни к волшебству. Освободи меня из клетки. Любовные трагедии вообще не мое. Мяша, место однако. Прошу прощения. Ничего. Такое не для них. Ну а Лиза? О, она внимательно смотрит. Хотя нет. Ей просто не дает покоя аромат шашлыков из окрестных лавочек. Эта пьеса «Трагедия маркиза Муна», основана на реальных событиях. В нем повествуется о простом волшебнике Зене, принцессе Лилтиене и их несчастной любви. Однако жених принцессы, маркиз Муна, перебил всю родню Зена, а самого волшебника убила служанка принцессы. В итоге принцесса покончила с собой. Такая вот печальная история. Это всего лишь аплодисменты. Я-то думал, что уже все. Но история на этом не заканчивается. Брошенное с утеса тело главного героя обращают в нежить. Он возвращается и убивает всех людей маркиза. И в самом конце, когда он готов свершить свою месть, появляется белый рыцарь и убивает Зена. Печальный конец. О, белый рыцарь! Потом характер маркиза внезапно меняется, а сам он умирает от какого-то родового проклятия. Даже и не знаю, что думать про такие концовки. Лепешки из габо? Габо — это какой-то несуществующий в реальном мире злак? О, кажется, это ваше. Большое спасибо. О, вы же сидели за мной. Еще раз простите. Все хорошо. Кстати, как вам концовка? Ужасно, не правда ли? Да уж. На самом-то деле волшебник все-таки свершил месть над маркизом, и только потом его убил белый рыцарь. А? Но дворянам такое не понравилось, и историю переврали. И вообще, Лилтиена была простолюдинкой, а не принцессой. А маркиз наплевал на то, что она была замужем, и похитил ее. Понятно. Так вот почему сюжет вышел таким невнятным. Хозяин, где вы были, однако? Простите, я отлучался в уборную. Какой сюжет, какая драма! Не могла глаз оторвать! Я даже слезу пустила, когда принцесса Лилтиена покончила с собой после его смерти. Ей надо было припрятать тот клинок, а потом прикончить маркиза. А так она ничего не добилась. Этот маркиз сделал все, чтобы разлучить влюбленных. Он главный гад. Но ведь принцесса Лилтиена нарушила договор о бракосочетании между семьями. Не она ли причина трагедии? То есть получается, Зена, ты откажешься от моего хозяина в пользу того, кого выберет твоя семья?
Я еще ни с кем не обручена. А может быть, ты пошла в армию, потому что не хотела под венец? Ведь женщины после свадьбы обязаны безвылазно сидеть дома. И армия спасает от подобного лишь на 5 лет. Алиса довольно Настоящая много женщина знает. должна быть готова пожертвовать всем ради любви. А иначе это не любовь. Но идти против семьи тоже неправильно. Если будешь всегда пытаться быть хорошей, твоего любимого у тебя уведут. Ну хватит уже. Прости, Зена. И ты извинись, Алиса. Извини. Впрочем, я хорошо понимаю Алису. Похоже, тут кто-то хочет шашлычка. Шашлычок. Хотим, однако. Сколько мне купить? Хозяин. Быстро же ты. Бери на каждого. Я поторгуюсь. Мы тоже пойдем. Поможем, однако. Эпизод 6. Оборона города, что началась с марша смерти. Лилио! Зенни. Рио, что случилось? Мы сражались с клыкастыми муравьями. А еще эти крысеныши. В следующий раз я как следует им задам. Клыкастые муравьи? Крысеныши? Перед тем, как столкнуться с муравьями, мы заметили отряд крысолюдов, пересекавших границу. Рю предполагает, что они-то и привели к нам муравьев. Что вполне возможно. Я видела, что их главарь носит красный шлем. Если еще раз встречу, точно прикончу. Исцеляющий ветер! Спасибо, Зенни. Обращайся! Сато, я пойду помогу другим раненым. Хорошо. Попался. Однако. Что вы сделали с этим муравьем? Вынесли. Он напал на нас сверху, однако. Хозяин. Других вокруг мы не заметили. Хорошо. Это муравей, но он летает. Похоже, что на границе солдаты столкнулись с другим видом. Это же враги. Приближаются. Почи, Тама. Идите за оружием. Я, однако. Алиса, иди за Лулу. Хорошо. Лиза, достань занавески, из которых мы делали простыню. Поняла. Что-то случилось? Приближается рой крылатых мурав... Это монстры? Крылатые муравьи всего лишь 3-го уровня. Они не представляют угрозу солдатам. Но у них острые челюсти, твердый панцирь, а еще они летают. Так что для простых горожан они весьма опасны. Пока они все еще в воздухе, сбить их огненным выстрелом будет лучшим решением. Они быстрее, чем я думал. Что? Надо же. Похоже, что защитный барьер все-таки действует. Барьер? Они же проникают через него. Так он ведь и не сплошной. На создание преграды, подобной настоящей стене, уйдет огромное количество маны. Алиса, прячьтесь с Лулу в гостинице. Поняла. Почи и Тама, защищайте их. Да, однако. А вы хозяин. Мы с Лизой останемся снаружи. И будем стараться не подпускать их. Живее, все внутрь! Это всего лишь один муравей. Дави его! Вот они. Хозяин. Я разберусь с ними. Использован навык бросок монеты. Вам не пройти, однако. Путь закрыт. Однако. Внимательнее. Тома, спасибо, однако. Да не парься. Да откуда она такого нахваталась? Не от Алисы ли? Должно быть, это был контроль разума. Похоже, несколько проникло в здание, где работает Нади.
здесь уже почти закончили. Лиза, побудь тут без меня. Поняла. Нади, вы в порядке? Я цела. Ступеньки залило муравьиной кислотой. Может, покрыть их камнями? Контроль лозы. Управляющий. Большое вам спасибо, Сато. И вам, управляющий. Ты перегибаешь. Ни в коем разе. Вы же спасли меня. Кто он? Это клиент, что оставил запрос на поиск дома для аренды. А еще мой спаситель. Благодарю. Одна из самых популярных рас в фэнтезийных мирах, эльф. Что-то не так? Нет, я просто впервые вижу кого-то с зелеными волосами. Так это потому, что управляющий — хранитель леса, то есть эльф. Эльф? Это такие с длинными ушами? Вранье. Длинноухие — это другой народ. И они не эльфы. Так как первый герой прозвал эльфов длинноухими, то люди по сей день уже веками повторяют ту же ошибку. Такие дела. Поэтому эльфам не очень нравится, когда их путают с длинноухими. Вот оно как. Управляющий, прошу простить мое невежество. Ты прощен. Смотрите. Тогда обсудим жилищный вопрос попозже. Конечно. Еще раз большое спасибо. Похоже, все позади. О. Не ушиблась? Извини. Наконец-то совсем управились. Сейчас мы со стражниками прочешем город, чтобы удостовериться, что все в порядке. Жаль, ведь у тебя сегодня должен был быть выходной. Мне тоже жаль, что наша прогулка вот так внезапно прервалась. Но обнаружение врагов — это то, на чем специализируется магия ветра. К тому же, если мы быстро не выдвинемся, то на соседние деревни тоже могут напасть. Береги себя. Это вы ее хозяин? Хозяин. По закону вы должны продавать ядра управлению городом. Давайте их сюда. Минуточку. Я составлю договор. В нем будет указано количество ядер и сколько за них заплатили. Вместе с вашим полным именем и подписью. О чем это ты? Намекаешь, что я пытаюсь обокрасть вас? Торговцы очень придирчивы к таким вещам. Будь ты хоть святой или герой, но на словах я подобные сделки заключать не стану. Теперь доволен? Тут ошибочка в числах, Чего? а также отсутствует подпись. Да я просто перепутал. Так ли уж я принуждал его? Как же вкусно пахнет! Вот так, однако, пахнет счастье! Хочу есть! Подождите еще немного. Удивительные девочки. Такие крохотные, а защитили гостиницу от чудовищ. Может, это и недостаточная награда, но я сказала мужу приготовить его лучшее блюдо и устроить вам пиршество. Приятного аппетита! Похоже, ей все еще не здоровится. Надеюсь, тут есть аптека. О, это же тот самый парень. Спасибо, что выручил тогда в лабиринте. Раз уж мы снова встретились, то должны как следует тебя отблагодарить. Пойдем, мы угощаем. Вообще-то у меня есть дела. Да ладно тебе, дела подождут. Молодой господин, будет время, заходите еще. И как так вышло? Я думал, что они меня лишь выпивкой угостят. О... Перо теневой совы? Оставлю его как сувенир для Почи и Тамы. Использован навык «Острый слух». Использован навык «Ночное зрение». Здесь монстры?
Используй навык молниеносное уклонение. Ты как? Кто ты? Красный шлем. Ты один из его подручных? Я сам по себе. Что это? Я долго не протяну. Позаботься о принцессе. Держись! Получен навык санитар. В статусе Нади и ее начальника указано, что они спят. Похоже, выбора нет. Получен навык взломщик. Управляющий! Решили разделить со мной постель? Нет. Голос Нади настолько счастлив, что аж не по себе. Добрый вечер! Простите за вторжение. Это я, Сато. Сато? Я пришел со знакомым управляющего. Он тяжело ранен, и я надеялся, что вы сможете ему помочь. Сияние маны. Этот красный шлем. Не его ли носит крысолют-рыцарь? Известный как Красная Маска. Не встречал его. Я про ту, что завернута в ткань. Это же эльф. Мия. А? Это же эльф. Мия. Красивый. Я приведу Хорна, бывшего священника. Он знает, что делать с такими ранами, и не откажет в помощи нуждающимся. На улицах в это время опасно. Я пойду с вами. Почему? Зачем ходить в бордель, когда есть я? Я молода, красивая и готова к любым экспериментам. Что же не так? Да успокойся ты. О, запах мужского тела. Какая же ты извращенка. Воняет каким-то зверьем. Подожди, тебе что, нравятся небритые? Вчера, когда я ходил за лекарством для Лулу, я спас от смерти зверолюда. Девушку-зверолюда. Да нет же, это был угрюмый старик. Мужская любовь? Она ли это? Брутальный, накачанный старик-зверолюд. Силой берет молодого, неопытного парнишку. О, господи, я ж воспылала. Прекращай нести этот бред и оденься уже, наконец. Это приказ. Лулу, как ты? Мне уже сегодня гораздо лучше, спасибо. Я купил тебе лекарство. Выпей, если станет хуже. Хорошо, спасибо вам. После завтрака надо будет наведаться во всякую всячину. Всякая всячина. Доброе утро. Ну, как они? Все хорошо. Они сейчас спят. Мия, кстати, даже и не ранена. Но у нее своего рода истощение. Управляющий сказал, что Мия, похоже, потратила слишком много магических сил. Управляющий наложил на нее передачу маны и восполнение выносливости. Эти заклинания должны помочь ей, но... 130 лет. По меркам эльфов она еще ребенок. Она не проклята и не больна. Сейчас ее мана понемногу восстанавливается. Зелье маны она бы поправилась гораздо быстрее, но они очень дорогие.
Но есть и другой способ. Можно еще отнести Мию к источнику маны. Должно помочь. О, источнику? Да, их немного поблизости. Один внутри замка графа, а другой в долине драконов. Использован навык «Острый слух». Я что-то услышал на втором этаже. Похоже, она уже проснулась. Мия, как себя чувствуешь? Кто ты? Меня зовут Надим, я здесь работаю. А владеет магазинчиком Юсалатоя. Юя. Кто там? За дверью. Он спас тебя и твоего товарища с красным шлемом. Его зовут Сато. Сато. Ничего, если он зайдет? Да. Приятно познакомиться. Я Сато, торговец. Заклинатель духов? Нет, я духов даже не встречал. Не видишь их? А их все видят? На такое способны лишь те, кто наделен способностью видеть духов. Понятно. Похоже, что не все эльфы такое умеют. Хочешь есть? Да. Я пойду приготовлю что-нибудь для Мии. Не побудешь с ней немного? Конечно. А эти духи, что они из себя представляют? Пушистые. Пушистые? Да. И блестящие. Блестящие? Похоже, без Нади, которая понимает с полуслова, мне ничего не узнать про духов. Хорошо. А как по-эльфийски сказать «с добрым утром»? Ты паруса. Понятно. Духи используют потоки природной маны. И это пока все, что мне удалось о них узнать. Что-то я засиделся у вас. Мне пора идти. Не пущу. Отлично! Это 10-я. Однако Алиса слишком крута. Почитама, если вас это расстроило, стоит посвятить время учебе. Алиса просто невероятна. Это же карточки, что я купил вчера. Это же хозяин. Веселитесь. Учим слова. Смотрите, однако, целых 3. Молодцы. Хорошо. Что это за слово? Это мясо, однако. Увы, это козлик. А это? Тоже мясо. Нет, это кролик. Они так уверенно называют это мясом, что неловко их поправлять. Может, из них и делают мясо, но тут надо называть самих животных. Например, тут козлик, а здесь кролик. Это мясо, однако надо говорить козлик. А здесь кролик, хоть он и мясо. А тогда здесь не птичье мясо, а просто птичка. А как же тогда пишется мясо, однако? Вот так. Ага, так вот где ты, Юни? Извини, Марта. Боже, ты прямо как дитё малое. Пойдем, до обеда надо успеть убраться в конюшне, а еще и сменить сено на свежее. Но уже все сделано. Почи и там уже помогли совсем. Да, принесли воды, однако. И помогли с лошадками. Ух ты, молодцы. Правда? Крысолют, который защищал принцессу? Чего? Вот вы увидите ее. Принцесса крысолюдов. И я хочу, однако. Хорошо. Тогда после обеда навестим ее. Как скажете. Я за. Навестим. Мы увидим принцессу. Поскорее бы, однако. Пойдем уже. Лулу, если тебе все еще не здоровится, то можешь остаться. Я пойду. Добрый день. Меня зовут Алиса. Я Почи, однако. Дама.
Однако настоящая принцесса. Красивые волосы. Минуточку, речь была не о принцессе крысолюдов. Нет же. Я говорил про крысолюда-рыцаря, который защищал принцессу. Мия! Будем знакомы, однако. Какие же у тебя прекрасные локоны. Ты милая. Можно потрогать? Я пока спущусь вниз. А вы побудьте с Мией. Хорошо. Да, однако. Побудем с ней. М? И когда она успела так ко мне привязаться? Благодарю. А то я с утра не ела толком. Спасибо. Сато, значит, вы торговец? Ну да. Я ведь ничего не сделал, чтобы хоть смахивать на торговца. У вас есть повозка? Нет, у меня были лошади. Но они убежали, испугавшись звездопада. Несчастье-то какое. Знаете, если у вас нет проблем с деньгами, то почему бы не купить повозку? Повозку? Знакомый торговец управляющего отошел от дел, и он продает повозку сразу с 2 лошадьми. По правде говоря, я не умею управлять повозкой. Извините. Лулу, если что нужно, то говори, не стесняйся. Да, я как-то водила повозку, но только с одной лошадью. Может, тогда и меня научишь? Хорошо, Нади. Я беру ее. Можете организовать сделку? Быстро же вы решились. Даже цену не поинтересовались. Вот черт. Повозка с 2 лошадьми. 18 золотых монет. Использован навык оценка. Тут уж я доверяю вам. Но главное, что средства позволяют. Оставшиеся деньги можете оставить себе. Откуда вы достали этот мешок? Уж больно неловко я достал его из воздуха. Надо быть с этим осторожнее. Эпизод 7. Тренировки, что начались с марша смерти. А тут мы будем учиться обустраивать лагерь. Однако... Получен навык обустройства лагеря. Косить траву без проблем, однако. Получены навыки селекция, возделывание земли, косарь. Камушки, однако. Большой. Получены навыки сбор, каменщик. А вот и мы. Здесь все, что нужно. Ничего не напоминает? Что это, однако? Не знаю. Использован навык плотник. Чайник взбесился. Помогите, однако. Мы чем-то его разозлили. Разозлили чайник? Он издает свист, чтобы мы знали, когда вода закипит. Он не злится. Однако почему он говорит феи, когда вода вскипела? Ну, когда вода так сильно нагревается, она превращается в пар. Вы что, физику теперь преподаете? Как они поймут, что вода расширяется в 1000 раз, когда превращается в пар? Вообще-то в 1699. Послушайте. Когда вода становится горячей, она превращается в такой белый дым. Этот дым очень сильный. Он может легко поднять крышку. Вот. Свистит пар почти так же, как и люди, когда дышат. Понятно объяснила? Ариса умная. Однако ты столько знаешь. Тама, покатилась-перекатилась. Качусь-перекачусь. Катюсь-перекатюсь. У тебя, однако, здорово получается. Теперь ты почи. Это же... Жареная курица была вкусной.
Очень вкусный. Большое спасибо. А что это? Подарок. Брысь отсюда. Не приставайте к хозяину, однако. Все хорошо. Эти детишки принесли мне ягод, зажаренную курицу. Ага. Это же плод сию. Вкусно, однако. А это Куко. Он тоже очень вкусный. Ой, а не для него. Надо принять этот подарок, раз уж они так старались. Да вот только им самим не помешало бы поесть. Точно. Принимаю с благодарностью. У меня есть еще одна просьба. Вот вяленое мясо. У нас его столько, что все не съесть. Может, возьмете себе немного? Мясо! Правда можно? Да, конечно. Вы нам очень поможете. Спасибо! Большое спасибо! Теперь эта телега ваша, Сато. Благодарю. Мы сюда все поместимся. Эй, а ведь мы можем отвезти Мию домой на этой телеге. Домой? Кстати, а где ее дом? Деревня эльфов находится на юго-востоке от Империи Шига. Понятно. Хорошо. Давайте обсудим это с управляющим, когда он вернется. А пока мне надо научиться управлять повозкой. Поехали, Лулу. Хорошая сегодня погода. Да, вы правы. Не надо так нервничать. Ну и распущенный, как Алиса, быть не стоит. Лучше быть как Почи и Тама, такой же беззаботный. Но ведь я всего лишь рабыня. Мне это непозволительно. Ну да, Лулу чувствует себя неловко с парнями. Да и не сказать, чтобы она просто любит поболтать. Да, именно так. Алиса просто невероятна. Похоже, на некоторые она темы она держится все же куда может увереннее, чем я. поговорить. А ты очень любишь свою сестренку. Да, иногда даже сложно сказать, кто из нас младше. Ага. И не верится, что ей всего 10. Она была одаренна еще с пеленок. Например, Она что, не давала рассказала про удивительные воспоминания о подсказки по прошлой жизни? управлению страной. И говорила о том, чему ее не учили. Можешь поучить меня править повозкой? Простите, что-то я заболталась про Алису. Получен навык управления повозкой. Получен титул «Возничий». Притомилась, поди. Теневая сова, уровень 9. Что такое, хозяин? Прости. Я увидел на дереве большую птицу и отвлекся. Хозяин! Вы вернулись, однако! А мы вас ждали. Сато. Привет, Мия. Тебе уже лучше? Да, это зелье. Эликсир, который купил управляющий, похоже, помог ей. Я таких еще не видела. Волшебное лекарство — это нечто. Рад, что тебе уже лучше. Да, спасибо. М? Красивая у тебя прическа. Тебе идет? Давайте в честь выздоровления, Мим, купим чего-нибудь вкусненького. Почему бы и нет? Может, есть пожелания, Мия? Медовые. Медовые? Медовые конфеты нахваливали Почи с Тамой. Вот она и хочет их попробовать. Они вкусненькие, однако. Сладенькие, прямо вкус счастья. Раз они им нравятся, стоит взять их в дорогу. Так и скажи, что самой хочется. Ладно, Лиза, Лулу, сходите за ними.
Конечно. Как скажете. Однако не задерживайтесь. Пока-пока. Что такое, однако? Эта птица странная. Я ее уже видел. Почти здесь, однако. О, здравствуйте, Сато. Управляющий сейчас Мизе. Миза? Сато. Это он? Сато, это вам я обязан своей жизнью. Миза? Вот как зовут Красную Маску. И вот мне рассказали о произошедшем. Неизвестные волшебники похитили Мию из ее родной деревни эльфов и заточили в месте под названием Колыбель. Ей удалось сбежать, а потом она встретила Красную Маску, который спас ее. Они направились в Сирию, чтобы найти там Юсалатою. А крылатых муравьев, что напали на город, похоже, наслали те самые волшебники. Зачем колдуны похитили Мию, неизвестно. Но кажется, что Юсалатоя догадывается о причинах. И раз уж он не хочет рассказывать, расспрашивать не стану. Точно. Надо поговорить с ним о возвращении Мии в родную деревню. А? Что такое? Управляющий. Врагов поблизости нет. Они просто испугались грома? Молнии, однако, очень страшные. Сверкают и громыхают. А потом, однако, все темнеет. И дерево напополам сломало. Молнии очень опасны. Ты об этом знаешь? Айс говорил, что если молния попадет в дракона, то ему будет несладко. Он упадет. Это правда. Эйс? Алиса, ты тоже боишься грома? А что, нельзя? Тома, что такое? Явился, наконец. Аура страха. Не могу сопротивляться. Магия Алисы? Надо прокачать резист. Использован навык сопротивления страху. Зен? Где же я слышал это имя? Герой той драмы. Я пришел за тобой. Мия. Приятно познакомиться, господин колдун. Меня зовут Сато, я странствующий торговец. Мне нет дела до всяких торгашей. Но ты молодец, потомок героя. То, что ты спокойно говоришь после моего страха, достойно похвалы. Потомок героя? О чем он? Лучше не стой у меня на пути. Если попытаешься помешать мне, пощады не жди. Хотелось бы обойтись без боя. Но Мия мой друг. И без ее согласия я тебе ее не отдам. Так что не мог бы ты уйти? Не говори глупостей. Ты выставляешь себя храбрецом, чтобы спасти Мию, но одними словами мое безумие не облегчить. Тогда обойдусь без слов. Использован навык бой без оружия. Что за... Он управляет тенями? Удивительно, боец, выдаешь себя за торговца. Для своего уровня ты двигаешься довольно быстро.
А я не думал, что магией тенями управлять могут, так что взаимно. Все болтаешь, как ни в чем не бывало? Похвально. Не смей трогать моего хозяина! Он призрак? Сравнила меня со столь мелкой нежитью, а мне такое не слишком по нраву. Так, это должно сработать. Невозможно! Как это вообще могло произойти? Ты никак не мог остановить мой теневой хлыст без волшебного амулета! Его уровень слишком высок. Хватит, оставьте меня. Да как, по-твоему, мы можем? Мы своих друзей не бросаем. И что еще намного важнее, хозяин хочет, чтобы ты спаслась. Но никаких «но» и «если». Мы спасем тебя и точка. Применит особый навык. Ладно. Эй, колдун! Может, проявишь вежливость и представишься? Хотя я и так знаю, кто ты. Нежить высшего ранга. Король мертвых. Сперва торговец, потом боец. А теперь ты стрелок, значит? А может быть, я кто-то еще? Удивил ты меня, Сата. Или может мне называть тебя просто герой? Хозяин, в сторону! Получай! А с тобой шутки плохи. У тебя даже есть особый навык. А твои волосы? Так ты тоже из переродившихся? Не сработало. Так его не взять. Эта сила ей еще не подвластна. Если не желаешь ее преждевременной смерти, не позволяй ей пользоваться особым навыком. Передам ей, когда очнется. Вот и славно. Что ж, мне пора. Зря стараешься. Чтобы победить меня, тебе придется не просто достичь предела, а нарушить сами законы этого мира. Мия! Если не страшишься смерти, то приходи в колыбель. Посмотрим, как далеко ты сможешь зайти, чтобы спасти ее. Уверен, ты позабавишь меня. Хозяин! Алиса! Лиза, Лулу, позаботьтесь о них. Позовите Хорна и Зену. За меня не беспокойтесь. Я непременно вернусь вместе с Мией. Выносливость уменьшается, здесь нельзя оставаться. Мия где-то здесь? В данной области карта недоступна. Это точно игра? Как? Да быть того не может. Как ты смог выбраться из темницы теней? Слабак вроде тебя не может быть способен на такое. Сам же позвал меня, а теперь удивляешься. У меня есть амулет света. Твоя магия на меня не сработает. Ты еще не прошел испытание. Никакого жульничества. Сюда может попасть лишь тот, кто прошел через все уровни колыбели. Таковы правила. А ты теперь игровой администратор? Никакая это не игра. Мы тут не развлекаться собрались. Лишь истинный герой сможет пройти все испытания колыбели.
И лишь он достоин сразиться со мной, королем мертвых. Похоже, этот титул он придумал себе сам. Я получил благословение богов. Мне даровано бессмертие. Сейчас главное — это спасти Мию. Ну что ж, тебе пора бы покинуть этот зал. Что? И где я? Колыбель Таразаюи. Никакая это не игра. Мы тут не развлекаться собрались. Это та колыбель, про которую он говорил? Мия где-то внутри этой громадины. А неподалеку как раз расположены владения графа Сирю. Тем лучше, после спасения Мия будет сразу недалеко от своего дома. Использован навык сопротивления страху. Что это? Тут надпись на эльфийском. Внимание, этот комплекс предназначен только для тренировок эльфов. Сохранной жизни представителей иных народов не гарантировано. Никаких ограничений не накладывается, вы сами в ответе за собственные действия. Утраченные во время тренировки ресурсы и снаряжение не будут восстановлены. Придется следовать правилам, чтобы меня снова не выставили. Засада? Нет, обычная стычка. Всего колыбель насчитывает 200 уровней. По 10 уровней на область. А они соединены 20 витыми лестницами. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно победить монстров. И чем выше, тем сильнее монстры. В отличие от того лабиринта, что создал демон, структура этой колыбели сильно напоминает игры. Ее как будто бы соорудил человек, который играл в РПГ. Если так, то на каждом 10-м уровне будет сильный противник. Здесь. Я знаю, что ты там! Выходи! Вот разорался. У меня мало маны, так что не беси меня. Вот она. Наверное, если я одолею ее, то мне откроется короткий путь. Визуально слабый противник. В любом классическом подземелье должна быть подобная ловушка. Давай сразимся в другой раз. Ты уж прости, но придется. Я тоже пожалуюсь. И тогда пощады не жди. Что такое? Будь моим, человек. А? Извини, но сперва подрасти лет на 15, а потом уж проси. Я хочу есть. Покорми меня. У меня только вяленое мясо. Да я не про человеческую еду. Дай мне свою ману. Если только она потом восстановится. Сперва будет больно, но потом тебе даже станет приятно. Получим титул за подряды. Забудь. Да, считай, что тебя собака укусила. Не хочу этот титул. Жаль, что их нельзя сбросить. В благодарность я пропущу тебя дальше. Идешь? Покой Таразаюи? Секретная комната? Ее надо бы проверить. Да, спасибо. Это лаборатория? Того, кто построил колыбель, звали Таразаюи. Дриада упомянула Тою. Это она про него? Эльфы слабо цепляются за жизнь. Случись страшная беда, в отличие от прочих народов, мы почти не боремся. Поэтому-то так много молодых эльфов погибло в лабиринте.
Я воздвиг колыбель, чтобы воспитать у эльфов стремление выжить при наступлении опасности. Похоже, за какую-то 100 лет никто не позабыл о моей ошибке. Моя долгая жизнь вскоре закончится. Я запечатаю колыбель до тех пор, пока она вновь не потребуется. Я верю, что однажды эльфы вновь возглавят народы мира. Тора Заюя Боруэнан. У Мии с управляющим та же фамилия. Должно быть, поэтому-то Мии нужна колдуну. Это ты? Привет! Мне надо бы побыстрее подняться. Тут есть какой-нибудь портал? Ага. Становись в центр того круга. Тебе на какой этаж? Если можно, то прямо к хозяину колыбели. Нет, так не получится. Не-не-не. Ну тогда как можно выше. Хорошо, отправлю на 100-й этаж. Зал рыцарей-стражей. Охрана там сильная. Будь осторожен. Да, конечно. Тогда вперед! Ты отправляешься на 100-й этаж. Зал рыцарей-стражей. Эпизод 8. Бессмертный марш смерти. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Вроде гомункула — это существа, которых создали при помощи алхимии. Судя по лицам, их создали по образу Мии. Ты проделал долгий путь, странник. Как монотонно говорят. Я лишь торговец. Торговец? Странник, ты проделал долгий путь. Вот заладили. Для того, чтобы иметь возможность продвинуться дальше, тебе необходимо победить стража. Также в случае победы ты получишь все сокровища в этой комнате. Как будто смотрю спектакль в начальной школе. Вперед, железный голем! Начинается битва! Снять ограничения! Железный голем, уровень 30. Номер 6. Номер 7. Используйте усиление тела и атакуйте с флангов. Построение Z. EMETH. Латынь? Убрав «и», получается мертвец, прямо как в сказаниях нашего мира. Голем побежден? Я крайне удивлена. Я уведомляла о необходимости сокрытия его уязвимости. Напоминаю о нашей обязанности исполнять свой долг. Номер 5. Номер 6. Я останусь здесь. Прошу оставить меня и уходить. Номер 7. Уверяю, мы навечно сохраним память о тебе. Выражаю согласие с предложением номера 7 об отступлении. Похоже, в их характеры внесено некое разнообразие. Огонь! Использован навык молниеносное уклонение. Использован навык бой без оружия. Но не могу же позволить красавице упасть на пол без сознания. Да, не могу. Вообще никак. Тут много оружия и эликсиров. И стоят они немало. Возьму, что приглянется. Господин, О, господин, прошу простить. это место. Оно похоже на ту комнату с дрядой.
Надеюсь, так она будет спать спокойнее. Вода! А теперь давай ману. Ты уже делал это с другой мной внизу? Другой мной внизу? Мы все — это я. Вы, люди, такие странные с вашим разделением. Мы, растения и духи, живем взаимосвязанно. Но без маны мы теряем связь. Можешь доставить меня еще выше? А, ну конечно. Подожди чуток. Похоже, что нашу связь там оборвало. Отсюда дальше 180 уровня не заберешься. Этого будет достаточно. Сейчас будет. Насекомые погрызли. Тогда понятно, почему связь оборвалась. Каменный богомол. Лестница на следующий уровень. Похоже, перестарался. Я не думал, что ты столь быстро доберешься сюда. Правда? Может, ты тогда отдашь мне Мию без боя? Нет, этому не бывать. Ты добрался сюда, потому заслужил право биться со мной. Но ты все равно еще не готов противостоять мне. Чтобы иметь право зваться героем, тебе надо одолеть непобедимого врага. А твоей наградой станет святой меч Гьялархорн. Это типа приманка такая? Именно. Отдай утраченный Гьялархорн любому правителю, и тебя будет ждать слава, которая тебе и не снилась. Не понимаю, чего он добивается. А вот и те, кто сразится с тобой. Семь гомункулов. Среди них те сбежавшие номер 5 и 6. А номера 7? Нет. Скорее всего, сейчас ты просто будешь убит. Но герои умеют переступить черту между жизнью и смертью. Так позвольте не спаслать на всех вас благословение богов. Какая-то магия усиления? Наложил на меня тоже? Я ожидаю узреть бой не на жизнь, а на смерть. Мия! Я ожидаю узреть бой не на жизнь, а на смерть. Мия! Использован навык избегания. Теперь активируем. Использован навык владения копьем. Использован навык бой без оружия. Использован навык молниеносное уклонение. Вашему господину плевать на вас. Зачем сражаться столь отчаянно? Таково наше желание.
чую неладное. Получен навык предчувствия опасности. Получен навык разоружения. Это последнее. Понимает же, что ей не победить. Получен навык захват оружия. Желание мастера. Прошу, исполни его. Потрясающе, просто потрясающе! Приветствую, новый герой! Получен предмет Святой Меч Гьялархорн. Послушай, колдун. Или лучше называть тебя королем мертвых? Чего ты добиваешься? Чего добиваюсь? Я хочу отыскать героя, что смог бы убить меня. Мою прошлую жизнь оборвала неоправданная жестокость. Бог услышал меня и возродил в теле младенца. Меня воспитывали добрые родители. И я обрел супругу, что была слишком хороша для меня. Я наслаждался своей новой жизнью. Но как же я заблуждался, полагая, что она закончится иначе. Все закончилось тем, что дворянин положил глаз на мою жену. Меня схватили и казнили по ложному обвинению. Боги снова вернули меня к жизни, но было уже слишком поздно. Над стенами замка возвышались головы всех моих родственников, посаженные на колья. А внизу, словно какая-то сломанная кукла, лежало тело моей прекрасной жены. Свою родню и всех, кого постигла похожая участь, я обратил в нежить. Они стали орудием, которым я уничтожил род ненавистного дворянина. После смерти я искал способ воссоединиться с женой на том свете. Но благословение богов стало препятствием. Ни изгнание нежити, ни святые мечи не могли убить меня. Лишь герой может сразить короля мертвых. Мудрые боги даровали мне тело, которое ни в чем не нуждается. И силы, чтобы ответить на любое неправое дело. Что ж, герой, теперь ты знаешь все, что должен. Прошу, даруй мне покой, пока я не обратился во владыку демонов. Желание мастера. Прошу, исполни его. Благодарю тебя. Как же долго я ждал этого момента! Лилтиена, любовь моя, наконец-то я встречусь с тобой. Получен титул «Погибель короля мертвых». Получен титул «Покоритель колыбели». Вот незадача. Как досадно. Прощай, герой. На сей раз твое дело. Мы еще встретимся. Пока-пока. Что это было? Системное оповещение. Активирован протокол самоуничтожения. Обучающимся и персоналу немедленно покинуть сооружение. Повторяю, активирован протокол самоуничтожения Предмет колыбели. использован зелье маны. Обучающимся и персоналу немедленно покинуть Мия, сооружение. узнаешь меня? Где мы? В тронном зале колыбели Тора Заюи. Все хорошо, не бойся. Системное оповещение. Активирован Мия, протокол ты можешь остановить самоуничтожение? Обучающимся и персоналу немедленно покинуть сооружение. Нет. Быстро же ты сдалась.
Вот оно. Сато. Прости. Не беспокойся. Мы обязательно выберемся. Похоже, Зена не собирался приносить Мию в жертву. Он даже оставил лазейку для ее бегства. Но доступ ко всем остальным функциям закрыт. Если я буду рядом с Мией, то смогу перенестись вместе с ней. Но что же тогда будет с гомункулами? И с номером 7, которая осталась далеко внизу. Мия, послушай. Мне еще нужно кое-кого забрать. Сато. Не волнуйся, со мной все будет хорошо. Обещаю. Хорошо. Обязательно возвращайся. Ты обещал. Да, обязательно. Надеюсь, я только что не совершил самоубийство. Использован навык сопротивления страху. Вот она, та самая пробоина. Зал рыцарей-стражей. Это здесь. Блин. Оно что, превращается в сон? Номер 7 еще здесь. Ты здесь? Тоточки! Можешь перенести нас за пределы колыбели? Ну тогда давай мне семян и маны. И тогда я перенесу вас к пеньку у озера. Семян? Какие угодно сойдут. Ага. Сгодятся семена любых растений. Эти подойдут? Это хорошо, но мне потребуется в 3 раза больше маны, чем раньше. Вдруг на 3 раза тебя не хватит? Хватит, начнем. Ладушки. Чмоки. Ну все, связь установлена. Поехали! Спасибо. Да пожалуйста. Давненько у меня не было столько мана. Кстати, а тебе не нужно бежать? Бежать? Блин, сколько же там соли? Давай руку. Не нужно. Я жива, пока жив лес. Понял. Спасибо. Использован навык спринт. Получен навык кросс. Надо бы включить неиспользуемый навык переноски. Бежать стало легче. Но волна настигает нас. Думай же. Вода? Это озеро или болото? Да без разницы, сейчас не до таких мелочей. Надо как-то остановить волну. Точно, стена! Чайник взбесился. Мы чем-то его разозлили. О чем я думаю? Не время для воспоминаний. Огненная стрела тут бесполезна. Вот бы магии земли создать стену. Бесполезно? Вода расширяется в 1000 раз, когда превращается в пар. Нет, не бесполезно. Ладно, поехали. Использован навык огненная стрела. Еще. Получен титул повелитель пламени. Получен титул сокрушитель отчаяния. Получен титул выживший. Эпизод 9. Глубокая привязанность, что началась с марша смерти.
Хозяин! С возвращением! Однако! Вот и я. Простите, если переживали. Переживали, однако! Вы не ранены? С возвращением! Благодарю тебя. Если дрожишь той переродившейся, что странствует с тобой, то пусть она пользуется с осторожностью силой, которой наделили ее боги. Такая мощь не для смертных. Не дай ей стать такой, как я. Я так волновалась! Обещайте, что такое больше не повторится! Прости, Алиса. Еще раз простите. И спасибо. Управляющий, все кончено. Все получилось. Сдержал обещание. Да? А как иначе? Тогда не двигайся. Я самая юная дева Буруэнанского леса. Дочь Ламисаюи или Линатоя. Мисаналия Буруэнан. Благодарю тебя. Сато из королевства Шига. Получен титул «Друг эльфов». Господин Сато, вы не только пощадили нас, ваших противников, но и спасли номер 7 от неминуемой гибели. Я не знаю, как отблагодарить вас. А что, наш господин? Он... Его желание исполнено. Господин Сато, теперь мы служим вам. Вы наш новый господин. Да как бы... Но нам нужно время, прежде чем мы сможем присоединиться к вам. Нам надо доставить обручальное кольцо господина Зена к могиле его жены. Конечно же, я не возражаю. Тем не менее, мы хотим, чтобы одна из нас в это время оставалась рядом с вами. Я не против, если вы все будете вместе. Нет, мы не можем так поступить. Ладно, тогда решайте, кто из вас останется. Бумага! Камень, ножницы, бумага! Камень, ножницы, бумага! Странновато выглядит. Бумага! Господин, приветствую вас и уведомляю, что отныне я буду с вами. Добро пожаловать. Если не против, можно дать тебе имя попроще? Конечно. Тогда будем знакомы, Нана. Да, господин. Юя, Да? мы домой? Я отведу. Нет, Точно? я Сато. Понятно. Краткость, сестра таланта. Использован навык обман. Ясно. Загадочный некромант, который затаил обиду на королевство Шига? Да. Так мне рассказали 6 мечников, что спасли меня. Разумеется, это ложь. Сато, ты жив? Зена, прости, что заставил волноваться. Когда я услышала, что тебя похитили, то сразу решила отправиться на поиски. Извини меня. Я опять как дитё мало. Нет. Это я виноват. Заставил тебя беспокоиться. О, кстати, я кое-что хотел подарить тебе до того, как меня похитили. Те самые?
Большое спасибо. Зена. Да? Ну... В общем, я взялся вернуть домой эльфийскую девочку, которая тоже была похищена. Родина эльфов? Это к юго-востоку от королевства Шига. Ты больше не вернешься в Сирию? Конечно, вернусь. Слава богу. Когда я вернусь в Сирию, то привезу тебе кучу подарков и расскажу о своих странствиях. Хорошо. Обещай. Хозяин, мы закончили погрузку. Все готово. Готово, однако. Сато. Прошу прощения, что толком не смогла помочь с припасами. Мне очень жаль. Не стоит. Вы и так помогли мне достать повозку. Присмотри за Мией. Конечно, я не подведу. Будьте осторожны. Говорят, за стенами много разбойников. Стойте! Очи, дама, это вам. Юни, спасибо. Спасибо, однако. Мы непременно их попробуем. Не стоит их есть. Тогда мы будем беречь их, однако. Ладно, идем. Давайте, по крайней мере, доставим то, что есть. Я вас полностью понимаю, но договор есть договор. Все 300 флаконов должны были быть у нас уже до заката. Странно, я уже слышал этот голос раньше. А это... Что он здесь делает? Бесполезно. Так мне ничего не узнать. Выходит, что... Прошу, выслушайте нас. Захлопнись, девка! Что? Ты слышала, не разевай варежку! Слышь ты? Если мы опустимся до перепалки, то разговор закончится, так и не успев начаться. Для начала... Еще что-то? Вы уже в курсе, что из-за нападения были утрачены 180 флаконов? Но мы можем заменить недостающие и предоставить вам сегодня же. Я ничего не упустил? Если нам выдадут разрешение на покупку недостающих зелий... Это невозможно. Договор был заключен лишь между ведьмой иллюзорного леса и правителем Кухано. Мы сможем принять лишь зелья, изготовленные ведьмой. Стоп, что-то не так. Это, конечно, особое зелье, но это не значит, что его может создать лишь она. К тому же, это значит, что зелья, которые сварила Иния, тоже не были бы приняты. Звучит так, словно он просто добивается того, чтобы сделка не состоялась. Похоже, это неспроста. Вспомнил. Это те двое, которых я видел в таверне. Но вы кое в чем ошиблись. Я собираюсь стать лордом, а не простым наместником. Они планируют прогнать ведьму, а на месте иллюзорного леса построить новый город. Я точно не знаю, кто они, но... Я уверен, что таких тонкостей в договоре не было. И кто же мог добавить в договор такие подробности? Зачем простолюдину вроде тебя знать о деталях договора? Так уж вышло, что на днях я гостил у ведьмы иллюзорного леса. Твоя взяла. Я приму зелья, которые будут иметь качество, схожее с зельями ведьмы. Уважаемый, значит ли это, что вы примете и зелья, которые будут иметь более лучшее качество? Если вы сможете найти такие, пожалуйста. Большое спасибо. Заключим новый договор. Договор? Да как ты смеешь? Как я уже говорил, торговцы очень придирчивы к таким вещам. Да чтоб тебя!
Как же меня бесит этот тип! Да ладно тебе. До захода солнца осталось около 3 часов. Такими темпами мы не успеем. Успокойся. Мой хозяин-изменник совсем разберется. Сато. Хозяин, мы вернулись. Спасибо. Купили, однако. Куча всяких листьев. Да послушайте вы, нам никак не успеть, даже если у нас будут все ингредиенты. Почему же? Может, мы сможем приготовить зелье, но у нас все равно нет флаконов. Без них зелье испортится. К сожалению, все мои запасы раскупили еще до того, как вы пришли. Будет неловко, если он подумал, что все, что ему нужно, это просто сварить зелье. Какое разочарование. Так вот оно что. Хозяин? Твоя взяла. Я приму зелья, которые будут иметь качество, схожее с зельями ведьм. Пусть мы сможем приготовить зелье, но у нас все равно нет флаконов. Без них зелье испортится. Так вот оно что. 180 флаконов? Да еще и до заката солнца? Это невозможно! Я не прошу вас помогать нам. Просто одолжите нам мастерскую и печь. А вы настроены серьезно. Так уж и быть, я же пообещал, что научу тебя гончарному делу. Пусть это и невозможно, но мы попытаемся. Благодарю вас. Ладно, тогда за работу. Лиза, Тама, Почи, Лулу и Нана. Вы поможете мне делать флаконы. Как пожелаете. Поможем. Поможем, однако. Уверяю, приложу все силы. Мия и Алиса, помогайте ей на Нимане. Поняла. Отлично. Рассчитываю на вас. Никак, однако. Нет, нет, перестань. Хватит, ну не надо. Однако мистер Глина не угомонится. Похоже, не получилось. А это непросто. Сообщаю о трудности вычисления центробежной силы. Невероятно! Не могу поверить, что ты впервые их делаешь. Ого, это же хозяин, однако. Да вот только... Их еще нужно высушить. В это время года это обычно занимает 5 дней. Это до укладки в печь? Да. Изделия с более толстыми стенками вообще должны сушиться месяц, иначе треснут в печи. Я говорил, что это невозможно, тут уж ничего не поделаешь. Если загвоздка в одной лишь жидкости в глине, то надо просто от нее избавиться. Ну тогда... Должно сработать. Сушка глины. Есть и такое заклинание. А ты талантливая волшебница, девочка. Ага. Тогда можно начинать обжиг. Я растоплю печь, а вы тащите мне готовые флаконы. Да, однако. Зелья уже почти готовы. Это все благодаря вам.
Мы еще не закончили. Как она там? Скоро уже можно вытаскивать. Останется лишь дать им остыть, и мы как раз уложимся к закату. Слава богу! Ого, так это не шапочка? Разрешите взять на себя уход за этим существом? Давай как-нибудь в другой раз. Фамильяр ведьмы? И что это вы тут делаете? Неужели вы изготавливаете флаконы без официального разрешения? Или я ошибаюсь? Как чувствовал. Хорошо, что я пометил его. Я просто учу их гончарному делу. Они не на продажу. Да, так я тебе и поверил. Сейчас мы избавимся от вашей печи. Ломай ее. Если вы сейчас сломаете печь... Очень жаль, но таков закон. Возражения не принимаются. За дело. О нет, все пропало. Что ж, посмотрим, как вы доставите 300 эликсиров к закату. Будем ждать. Вы уж простите, но теперь нам никак не успеть. Это вы меня простите. Из-за нас вы лишились печи. Можете оставить нас? Да, конечно. Итак, Иннонимана, мы можем с помощью этого малыша поговорить с ведьмой? Оставалось всего ничего. Что? Это же другие обломки. На такой случай я поместил туда стеклянный лом для отвода глаз. И где же тогда те, что сделали мы? Они целые и невредимы. Я просто спрятал их кое-где. Что? Подробностей не раскрою, но это получше твоего ящика для вещей. Ну, раз это секрет, расспрашивать не стану. Доставай их уже. Да-да. Он что, разбился? Понятно. Флакон разбился из-за резкого перепада температуры. Получается, так и должно быть? Если бы я мог постепенно снижать температуру... Для этого они должны были постепенно остывать в печи. Нет, до заката осталось всего ничего. Бесполезно. Бесполезно? Я уже кучу всего перепробовал, но магическое хранилище точно хуже моего инвентаря. Оно бесполезно. Хранилище, пламя погасло. Видимо, предметы в хранилище изменяются со временем. Точно! Вот оно! Алиса, можешь немного отойти? Отлично, работает. Вот и порыв пригодился. Хозяин. Ладно, пора бы уже этому усатому гаду и блондинчику присесть на флаконы. Да! Посадим их, однако! Посадим на флаконы. На флаконы? Умеет же она подбирать выражения. О, это опять вы? По какому делу? Мне доложили, что вы никак не успеваете. Нам не о чем говорить. Покиньте этот город. Вы уж простите, уважаемый, но поставьте печать и распишитесь в договоре.
каком еще договоре? Да быть такого не может! Мы получили груз из 300 эликсиров. Также заверяю, что все условия поставки, согласно договору, были соблюдены. Что за фокус ты провернул? Не было никаких фокусов. Смекалка, труд и дружба — вот и весь секрет. Вам осталось лишь расписаться и поставить печать. Что-то не так? Он что, продолжит упираться? Солнце скоро сядет. Еще немного и... И все же, не могли бы вы расписаться в договоре? Тогда я подпишу ее. Граф Кухано! Почему вы здесь? А ты как думаешь? Ведьма поведала мне о ваших злых помыслах. Учитель! Сато, это вы ее вызвали? Я познакомился с твоим отцом, вассалом маркиза Муно, когда мы были в королевском училище. Поэтому, когда ваша семья лишилась владений, я решил помочь. Я пожаловал тебе чин, но твою сущность понять, как погляжу, я не смог. Ты недостоин быть помощником наместника. Я лишаю тебя всех титулов и земель и изгоняю из страны. Властью, данную мне наместником города, я призываю тебя. Ваша светлость! Не бойтесь. Дух города Сидом, срази захватчика дома нашего! Сахара! Глупец. Я ведь граф страны Кухано. Такая магия не навредит мне в моих владениях. Дабы не очернить твоего отца, я нареку тебя изменником и дарую смерть. Зачем ты вмешался? Дети же смотрят. Какой же благородный у ведьмы друг. Простите за неприятности. Да не стоит! По распоряжению графа, моя мастерская получает большую часть заказов. И я отстроил себе печь побольше прежней. Сато, мы от всей души благодарим вас. Вы оказали нам неоценимую услугу. Сато, вот это подарок. Фонарь? Этот магический предмет я сделала вместе с наставницей. Ух ты, потрясающе. Спасибо. Я буду беречь его. А это прощальный подарок от меня. Получен титул «Друг ведьм». Надеюсь, мы еще встретимся. Желаю вам всего наилучшего, Сато. Что ж, нам пора. Подтверждаю. Как пожелаете. Однако! Поехали! Поехали, однако! Эпизод 12. Марш смерти в преисподнюю. Господин, пожалуйста, умоляю. Господин, скорее. Утречка! Ваша любимая Алиса уже здесь! Какого черта? Только не в мою смену!
Господин, скорее почините центр системы управления. Так вы тут не разврату предавались? Конечно же нет. Чего-то подозрительно. Ничего подобного. Но у тебя же есть навык управления волшебной силой. В связи с неисправностью системы управления, восполнение маны невозможно. Так вот в чем дело. Я умею управлять потоками маны. Что мне надо делать? Приложите руку как можно ближе к сердцу и направьте свою ману. Я буду уведомлять о необходимых корректировках. Спина. Точно. Если надо приложить руку поближе к сердцу, то спина вполне сойдет. Умница, Мия. Ага, обращайся. Предложение Мии одобрено. Заверяю, что так эффективность восстановления не пострадает. Господин, пожалуйста, будьте нежнее. Изврат. У меня тоже центр чего-то там сломался. Доброе утро, хозяин. Доброе. Какие планы на сегодня? Хозяин, куда мы теперь поедем, однако? Мы проедем через владение маркиза Муно. В скольких городах мы уже побывали, покинув Сирию? А потом на тренировке он... О, привет, Зенни. Куда ты так спешишь? Письмо! Я получила письмо от Сато. Ого! И что же он там тебе пишет? Дорогая Зена, весна наконец-то вступила в свои права. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии. Много воды утекло с того дня, как я покинул Сирию. Сердце мое, снедаемое тоской, мечтает о скорой встрече с вами. Зена, подобное в письмах часто пишут. Да? Сейчас наше странствие привело нас в страну Кухана. земли которой простираются западнее Сирию. На нашем пути мы столкнулись с множеством трудностей. Хозяин, вот ваш чай. Спасибо. Хозяин, это дикое растение мы нашли в лесу. Дикая колючка. Зачем сорвали его? Ну, Поча очень хотела принести ее. У нее сладкий запах. Это значит, что ее можно съесть. Запах? Сладкий. Надломлю и попробуем. Ого! Вытекает. Вытечет, однако. Сладкая. Отдает травой, а так прям сироп. Вот, вы можете попробовать. Однако. Вкусно. У меня-то с руки зачем слизывать? Держите, хозяин. Вытрите руки. Спасибо, Алиса. Тогда, с вашего позволения... Нетушки. Ты чего задумала? Так я просто хотела сделать вам... То есть тоже попробовать. Хочешь попробовать, со своих рук слизывай. Ладно. Мы уже привыкли к длинным ночам под звездным небом. Для меня это новый мир, и я уже вкусил все его прелести. Хозяин, почитайте нам сказку на ночь, однако. Хорошо, давай сюда. Держите, однако. Ладно, начинаю. Давным-давно, еще задолго до начала времен, снизошли с небес на землю 7 создателей и взрастили создатели мировое древо, под сенью которого и родились люди. Хозяин, кто такие, однако, 7 создателей? Это боги, то есть 7 создателей нашего мира. А я и не знала, однако. Хорошо. Я продолжаю. Но позже стало ясно, что у мира на самом деле было еще 2 создателя.
Восьмой создатель — это бог-дракон, который был еще более древним, чем предыдущие 7. Но бог-дракон очень любил поспать, так он и проспал множество перемен в мире. А 9-м создателем оказался бог-дьявол, что явился из другого мира. Бог-дьявол поступал по-своему и часто ссорился с другими богами. Однажды он создал демонов, чтобы они служили ему. Другие народы страдали от демонов. Людей же притесняли больше прочих. Люди попросили юную богиню даровать им силы, чтобы противостоять злу. Но одна юная богиня не смогла ничего изменить, а другие боги не хотели слушать ее. Потом она отправилась за помощью к сильнейшему богу, дракону. Бог-дракон поначалу колебался, но ему полюбились людские игрушки и хмельные напитки, что принесла ему богиня, и поведал дракон о сильнейшем заклинании. О заклинании призыва героев, дав людям волшебство надежды. Нам еще предстоит долгое странствие, но оно только закалит нас. Дорогая Зена, очень надеюсь, что однажды мы встретимся. Сато, мы обязательно встретимся.